Эта игра никого не оставит равнодушным. Она полна пугающих моментов, заставляющих стынуть кровь в жилах, а ее запутанность порой сбивает с толку. Эталон японского хоррора, где множество персонажей тесно переплетены своими судьбами, а шокирующая правда, которую им предстоит раскрыть, оставляет глубокий след в душе. Конечно же, я говорю о Forbidden Siren. Коничева, дорогие зрители! Идея создания ролика я загорелся после громкого анонса Silent Hill F, которую комментаторы нарекли реинкарнацией забытой Forbidden Siren. До недавнего времени мои знания о ней ограничивались лишь рассказами олдов, которые называли ее самым страшным ужастиком из когда-либо созданных. Смотря на скриншоты, в это можно было поверить, однако я вознамерился проверить этот тезис самостоятельно. Так что сегодня вы узнаете совершенно все о Forbidden Siren, начиная разработкой и сюжетом, заканчивая адаптацией в формате манги. А у микрофона, как всегда, я, Андерс. Гейм-директором Forbidden Siren стал Кейтиро Тояма, создатель легендарной серии Silent Hill. После успеха первой части о Туманном городке он покинул Konami и присоединился к Japan Studio, находящейся под крылом Sony. На момент 2000 года многие японские фильмы пользовались успехом в мировом прокате, такие как «Исцеление» 1997 года и «Звонок» 1998 года. Это убедило Кейтиро Тояму, что японские истории могут быть интересны и для зарубежных зрителей. В то же время он познакомился с романом Шики Фуюми Оно, который рассказывал о деревушке, окруженной лесами, где произошла загадочная серия смертей. В целом источников вдохновения было великое множество. Работы мангаки Дзюнзи Ито, произведения Говарда Филлипса Лавкрафта и «Жребий Салема» Стивена Кинга. Пожалуй, это были главные и наиболее весомые. Кейтиро Тояма стремился создать нечто новаторское, и с этой целью он обратился к продюсеру Такафуми Фудзисава. Основными особенностями, которые господин Тояма выделил в своей работе, были максимальная реалистичность, насколько это возможно, воссоздание персонажей по фотографиям актеров, которых играли, запуск сайтов, которые могли бы стимулировать интерес к проекту. Кейтиро Тояма подсмотрел рекламную кампанию фильма «Ведьма из Блэр» 1999 года. Он начал публиковать информацию на запущенных сайтах, выдавая ее за реальные события. Получив финансирование, гейм-директор решил привлечь к разработке Наока Сато, которая отвечала за дизайн монстров в Silent Hill. В Forbidden Siren она активно участвовала в написании сценария и создании уровней. Однажды эти двое посетили художественную выставку, где им предложили примерить необычные очки. В них были встроены камера и монитор, которые позволяли передавать изображения друг другу. Благодаря этому можно было увидеть мир глазами другого человека. Именно так родилась идея механики сайджекинг, которая позволяет игроку увидеть мир с точки зрения своих противников, предоставляя тактическое преимущество. В дальнейшем для простоты я буду называть ее взгляд или же зрение. Стоит также упомянуть игру 1991 года под названием Attack Sub, симулятор подводной лодки, в которую Кейтиро Тояма играл в свободное время. В этой игре от игрока требовалось искать противников с помощью эхолокатора. Вообще, геймдизайнер имеет своеобразное видение на жанр хоррор. Помимо увлечения научной фантастикой и желания пропихнуть ее в каждый свой проект, Кейтиро Тояма в интервью озвучил следующую мысль. «Я думаю, что хоррор — это не столько жанр, сколько общее понятие для тревоги, лежащее в основе человеческой сущности. Оно подобно столкновению интересов и инстинктов в человеке. Мне кажется это очень интересным, и я хотел бы отразить эту идею для нового поколения геймеров в форме игры». Прежде чем приступить к созданию Forbidden Siren, новообразованная команда разработчиков отправилась в путешествие по Японии, чтобы исследовать заброшенные деревни и шахты с мрачной историей. Они документировали окружающую среду на фотопленку, а затем бережно переносили ее в игру. На сегодняшний день большинство мест, которые они посетили, уже исчезли с лица земли, но стоит отметить одну деревню недалеко от города Чичибу. Поклонники Forbidden Siren смогли посетить ее и записать свои прогулки по заброшенным улочкам. Основной этап производства игры начался примерно в 2002 году. Материалы, собранные во время поездки, были преобразованы в глиняную модель длиной около 3 метров. Она стала основой для тестового уровня под названием «Рисовые поля», на котором испытывали игровые механики. Изначально планировалось включить в игру около 100 персонажей, но в итоге их количество сократили до 10. Сцены сражений должны были быть очень жестокими, что не понравилось продюсеру Такафуми Фудзисаве, и их тоже пришлось сократить. Кроме того, механика зрения отличалась от финальной. Когда игрок активировал этот режим, на экране отображались вертикальные линии, соответствующие количеству персонажей. Каждая линия на короткое время превращалась в неподвижное изображение, и игрок мог выбрать персонажа, на котором хотел задержать взгляд.
На этом этапе к работе над проектом присоединился Исао Такахаши, став арт-директором. Как и во время создания Silent Hill, его задачей было формирование художественного стиля игры и дизайна локаций. К тому времени команда уже собрала множество фотографий, сделанных в разных уголках страны. Среди них Исао увидел несколько снимков с изолированного острова в Западной Японии. Также он был поражен красотой заброшенных рисовых полей и разрушенной церкви, воссозданной на глиняной модели. Именно это стало для него моментом откровения, и у него появилось четкое представление о том, как должна выглядеть Forbidden Siren. Мой дизайн основывается на применении пониженной цветовой насыщенности и использовании низкотонных цветов. Полагаю, он напоминает видео, которое получается при записи сериалов с телевизора на кассету. Думаю, такой дизайн хорошо передал уникальный японский климат и общую атмосферу городских легенд. Затем появилась одна из самых узнаваемых особенностей Forbidden Siren – персонажи, сыгранные реальными актерами. Команда Кейтиро Таяма фотографировала актеров со всех ракурсов, чтобы создать текстуры, которые затем были наложены на 3D-болванки. Всего в студии работало около 30 моделей, и весь процесс от подготовки до завершения занял больше года. Этот метод был по-своему новаторским и мало использовался в видеоиграх того времени. С технической точки зрения реализация была невероятно сложной, но результат того стоил. Даже спустя годы достаточно одного скриншота, чтобы понять, о какой игре идет речь. Звукорежиссером проекта выступила Эрика Азума. Помимо традиционных японских мотивов, в саундтреке можно услышать техники, характерные для болгарского хора, а также горлового пения, распространенного в этнических группах Монголии. Звук создавался таким образом, чтобы его всегда было слышно, но его источник оставался неясен. Это был еще один способ заставить игрока испытывать чувство дискомфорта. Также по первой части Forbidden Siren было выпущено 4 графических романа. Голос дьявола распространялся вместе с путеводителем и рассказывал о рыбацкой команде, которая столкнулась со сверхъестественными явлениями. Примечательно, что автором этого произведения выступил выдающийся мангака Дзюнзи Ито, чьи работы изначально и вдохновили разработчиков игры. Исследовательские записки Томоно Такеути — это спин-офф, повествующий о 2 ключевых персонажах игры. Он предлагает отправиться с ними в еще одно приключение и узнать больше о легендах Японии. Сирена «Зов Красного моря» должна была стать ремейком игры в формате манги, но, к сожалению, автор прекратил работу из-за проблем со здоровьем, успев выпустить лишь 7 томов, не считая пролога. Тем не менее, попытки перенести сюжет Forbidden Siren в графическое воплощение не прекратились. С 2018 года начала выходить манга «Сирена Возрождения», которая на данный момент полностью завершена. На мой взгляд, создателям не только удалось перенести историю на страницы, но и рассказать ее лучше, чем она была представлена в самой игре. В значительной степени именно на основе манги «Сирена Возрождения» я буду строить свой анализ. До недавнего времени на русском языке ее не существовало, но нам удалось это исправить. Я хочу выразить огромную благодарность подписчице моего канала Элизабет Фокстер, которая работает переводчицей и в свободное время трудилась над мангой. Также хочу отметить подписчицу под ником Морва, которая сделала черновой перевод начальных глав. Перевод «Сирены Возрождения» для личного ознакомления вы найдете по ссылке в описании в шапке моего профиля на Бусти. Он появится там для всех в бесплатном доступе, как только завершим редактуру. Ничего платить не нужно, просто скачивайте архив и читайте. Forbidden Siren была выпущена 6 ноября 2003 года в Японии, а через год появилась на полках во всем мире. Существует 6 версий этой игры, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями. На родине она известна как просто Siren, что является мета-отсылкой к Silent Hill, так как в японском языке названия этих игр почти совпадают. Вторая версия Forbidden Siren была разработана для Тайваня и полностью локализирована на китайский язык. Она получила подзаголовок «Песня мертвых душ», а ее оформление и титульный экран были изменены с красного на синий. Третья версия, корейская, была идентична предыдущей, за исключением озвучки. 4-й релиз состоялся в Европе, где игра была доступна сразу в 5 локализациях – на английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках. Специально для европейцев разработчики добавили к названию игры приставку Forbidden – запретная. Кроме того, они выпустили ныне утерянную флеш-игру, которая раскрывала предысторию персонажей. 5-я версия игры, предназначенная для США, была основана на европейской, но некоторые сцены и возраст персонажей в ней были подвергнуты цензуре. Об этом мы поговорим по ходу повествования. 6-е, последнее издание игры, представляет собой ремастер, выпущенный эксклюзивно для PlayStation 4. В этой версии подтянули разрешение, стрельбу, а также добавили достижения для профиля. Я же играл в оригинальную европейскую версию для PlayStation 2. Немного поколдовав, я сделал собственный ремастер, поэтому вы будете видеть слегка графически припудренный оригинал. На полное прохождение Forbidden Siren с обнаружением всей сотни архивных записей у меня ушло 32 часа.
Само повествование в игре поделено на 3 дня, в течение которых главное место действия в прямом и переносном смысле катится в ад. В своем разборе я сохраню эту структуру, но откажусь от почасовой разбивки в угоду понятному нарративу. Готов поспорить, что многие из вас с нетерпением ждали выхода ремейка 4-й части Resident Evil, но системные требования стали камнем преткновения. Однако у меня есть решение, которое поможет вам наслаждаться любимыми играми на любом устройстве. Платформа облачного гейминга MTS Fog Play предлагает доступ к множеству современных и классических игр, в которые теперь можно играть на любом компьютере, даже если у вас нет мощного железа. Вы можете играть как на компьютере и консоли, так и на телевизоре с приложением для Android TV, планшете и даже мобильном телефоне. И что самое приятное, все это всего 19 рублей в час. Бонусом мой личный промокод Anders порадует вас хорошей скидкой. Благодаря этой платформе вы сможете играть в такие игры, как Hogwarts Legacy, TS4 Oblivion Remastered, Mortal Kombat 1 и во многое другое. Они запускаются на мощных серверах с видеокартами уровня RTX 5090 и других, а изображение транслируется прямо на экран вашего устройства. Процесс входа в игру займет у вас меньше 2 минут, а для старта потребуется лишь стабильное интернет-соединение. Если вас что-то не устроит, вы можете бесплатно переключить сервер. За все сессии, которые длятся менее 5 минут, деньги возвращаются обратно, поэтому беспокоиться не о чем. Попробуйте MTS Fog Play вы. Это отличный сервис с одним из самых низких ценников, что я видел. Не забудьте о промокоде Anders и гарантированной скидке. Переходите по моей ссылке в описании и погружайтесь в мир облачного гейминга вместе с MTS Fog Play. История начинается в 1976 году, когда в изолированной деревушке Хануда, известной своими уникальными традициями, произошел мощный оползень. В результате этой катастрофы большая часть поселения оказалась затоплена, а 33 человека пропали без вести. Среди немногих выживших оказался 7-летний мальчик, который бродил по развалинам в поисках своей мамы. Дальнейшая судьба этого юнца пока останется неизвестна. По горной дороге едет священник Рейдзи Макина вместе со своей сестрой Рёка Мията, управляющей деревенской клиники. Во время поездки мужчина сокрушается в неудачном ритуале и переживает, что, вероятно, его обвинят в случившемся. Внезапно на капот машины падает незнакомец и разбивается насмерть, чем сильно пугает водителя. Перед смертью он успевает указать на место чуть выше по дороге. Там они находят раскуроченный автомобиль, в котором сидит окровавленная женщина, держащая на руках 2 здоровых близнецов-младенцев. Женщина умирает почти мгновенно, и Рейдзи Макина, не теряя ни секунды, берет детей и везет их в больницу. Тогда в голове расчетливого Мията созрел план – скрыть правду о том, что произошло на дороге, и представить все так, будто младенцев подкинули к воротам церкви. Они были божьим даром, и если священник возьмет одного из них под свою опеку, это восстановит его репутацию в глазах общины. Второго ребенка усыновила сама Рёка Мията, и на протяжении более чем 10 лет растила его отдельно от своего брата. Так близнецы обрели новый дом. Повествование переносится в 2003 год. Кёя Суда, обычный 16-летний юноша, проводит летние каникулы за изучением мистических и страшных историй на форумах. Так, на сайте occultland.com, который на самом деле был создан разработчиками для продвижения игры, его внимание привлекла легенда о деревне Хануда. В ней говорилось, что в 1976 году 33 человека, о которых писали в газетах как о пропавших без вести, на самом деле были жестоко убиты психопатом. Этот сюжетный момент отсылается к реальному историческому инциденту, произошедшему в конце 30-х годов 20 века, который получил название «Резня в Цуяме». Тогда молодой человек без видимых причин расстрелял половину своей деревни, а затем покончил с собой. Кёя, не в силах сдержать любопытство, решил отправиться на своем горном велосипеде к месту назначения. В худшем случае байка окажется обычным вымыслом, а в лучшем получится написать интересную статью для форума. Однако, не доехав до деревни, Кёя обнаруживает, что оба колеса его велосипеда пробиты, и ему приходится продолжить путь пешком. В лесной чаще он натыкается на алтарь, рядом с которым сидит молодая девушка со своим удивительно белоснежным псом. Она пытается сломать некий религиозный артефакт. Благодаря своему четвероногому другу незнакомка осознала, что за ней следят, поэтому поспешила скрыться, оставив нашего героя в недоумении. Последующие попытки юноши расспросить местных жителей о событиях 1976 года не увенчались успехом. Улицы были пустые, а немногочисленные жители предпочитали не покидать свои дома. Разочарованный, герой направился за вещами к своему велосипеду и случайно застал начало церемонии. Группа людей в красных балахонах в форме песнопения возносила благодарность своему богу.
Две девушки в традиционных свадебных нарядах приближались к алтарю, и одна из них была той самой незнакомкой, с которой Кёясуда столкнулся ранее. Молодого человека снова заметили, и на этот раз уже ему пришлось бежать изо всех сил. Пробираясь через ночной лес, его постиг внезапный приступ головной боли, но на этом проблемы не закончились. Парня преследует вооруженный пьяный полицейский, и теперь ему нужно сообразить, как выкрутиться из ситуации. Наконец начинается геймплей. Уворачиваясь от выстрелов, нам предстоит исследовать хижину в поисках ключей от грузовика. Управление в игре предельно танковое. Чтобы развернуться, нужно остановиться, переместить стик в нужную сторону и только потом продолжить движение. Процесс изучения окружения также имеет свои особенности. Сначала необходимо осмотреть предмет, нажав на кнопку X, а затем вызвать меню взаимодействия, нажав на треугольник. Таким образом, юноша заводит грузовик, но, не справившись с управлением, случайно сбивает полицейского. Осмотрев мужчину, Кёясуда понимает, что впервые в жизни убил человека. Заняться самобичеванием ему не позволяет внезапное землетрясение, сопровождающееся леденящим душу воем воздушной сирены. В этот миг, казалось бы, мертвый полицейский вскакивает на ноги и, разразившись безумным смехом, одним выстрелом отправляет нашего героя в пропасть. Полагаю, примерно в это же время развернулась история из манги «Голос дьявола» Сенсея Дзюнзиита. Находясь в море на корабле, рыбаки изо всех сил пытались поймать что-нибудь съедобное. В этом году улов был плох, но они не могли вернуться в порт с пустыми руками. К несчастью, надвигался сильный шторм, поэтому капитан приказал переждать непогоду, а уже затем действовать по ситуации. Молодой человек по имени Кодзи был новичком среди рыбаков, и его сильно укачивало. Он решил пойти поспать. Вскоре его разбудил вой воздушной сирены, доносящийся неизвестно откуда. Поднявшись на палубу, он увидел, как его товарищи с радостью вытаскивают сеть, полную добычи. Неужели череда неудач подошла к концу? Но когда юноша взглянул на улов, его сердце замерло от ужаса. Он увидел не рыбу, а десятки обезображенных трупов. Поначалу члены экипажа не хотели верить в это, но Кодзи смог в буквальном смысле открыть им глаза на правду. Капитан собрал команду, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Один из матросов заметил, что утром, когда он вышел подышать свежим воздухом, морская вода приобрела багровый оттенок, словно кровь. Внезапно раздалась повторная сирена, которая заставила всю команду содрогнуться от ужаса. Капитан приказал Кодзи закрыть уши, предупредив, что это не просто сирена, а голос самого дьявола. Согласно древней легенде, моряки, слышавшие этот вопль, теряли разум и тонули в море. И действительно, через мгновение весь экипаж, кроме Кодзи, с радостью выбежал на палубу, чтобы наконец-то выловить трупы из моря крови. Однако, как только мертвецы оказались на борту, они восстали и начали расправляться с моряками, включая Кодзи, который, несмотря на все свои попытки забаррикадироваться, погиб вместе с товарищами. Кёясуда приходит в себя на берегу реки, которая окрасилась в красный цвет. Юноша должен был быть уже мертв, но он обнаруживает, что его рана чудесным образом затягивается. Из тумана появляется Хисака Яо, верховная жрица культа. Она успокаивает нашего героя и сообщает ему, что багровая вода теперь течет по его венам, и он стал частью их общины. Кёясуда обнаруживает в себе способность «взгляд», которая позволяет ему видеть мир глазами находящихся поблизости культистов. Это происходит благодаря багровой воде, которая связывает их всех. Хисака Яо учит его использовать эту способность, а затем предлагает вместе отправиться в церковь. На этом этапе прохождения враги уже присутствуют на уровне, и мы можем их увидеть при помощи взгляда. Однако, если мы будем следовать всем инструкциям жрицы, то не столкнемся с ними. Кёясуда все еще слишком слаб после ранения и сражаться не в состоянии, поэтому осторожно пробирается по ночной улице и выходит к церкви. Оказавшись внутри, молодой человек подмечает, что не религиозен и мало что знает о вере. Но даже так этот храм кажется ему необычным. Хисака Яо соглашается и предлагает дождаться священника, чтобы объяснить основные понятия. Но я и без него могу вам пояснить за особенности религии в деревне Хануда. Ориентировочно в 1900 году один из миссионеров посетил эту деревеньку. Местные жители встретили его очень радушно и поспешили отвезти к месту поклонения. На вид они были преданными последователями Христа, однако на деле прихожане поклонялись жуткому идолу. Вместо Библии у них была так называемая книга спасения, а распятие заменял крест Мана. Удивленный миссионер, не желая иметь дело с сектантами, поспешил покинуть деревню. Как оказалось, в Хануде практикуют моноизм. Это религиозное течение, отколовшееся от христианства во времена феодализма. По сути, это сборная солянка из библейских мифов, идей синтоизма и буддизма, а также локальных традиций.
Результатом такого смешения стал традиционный праздник, получивший название Уми-Гаэри. В канун Нового года по лунно-солнечному календарю люди одеваются во все черное и заходят в реку Мана, чтобы смыть грехи и нечистоты прошедшего года. Так они получают благословение своего бога. Также в Хануде практикуют обряды, характерные для прибрежных поселений. Что странно, ведь деревня окружена лесами и горами. Разговор Кёэсуды со жрицей прерывает крик, донесшийся с дороги. Юноша немедленно выскочил на улицу и увидел перед собой подстреленного белоснежного пса, скончавшегося на руках своей хозяйки. Девушку зовут Мияка, и она является младшим ребенком могущественной семьи Кадзира, которая обладает реальной властью над деревней Хануда. Что любопытно, Мияка родилась слепой, поэтому погибший пес был для нее не только верным другом, но и поводырем. Она смотрела на мир его глазами, благодаря способности зрения. Внезапно на дороге появляется старший брат девушки, который несет ответственность за гибель собаки. Цзун, невероятно тщеславный и высокомерный тип, он просит Мияка немедленно вернуться в церковь, чтобы возобновить сорванную церемонию и довести начатое до конца. Девушка достигла того возраста, чтобы стать невестой их бога, и по местным обычаям должна быть принесена в жертву. Однако сама Мияка относится к уготовленной роли без энтузиазма, поэтому сорвала церемонию, повредив важный артефакт. Это видел Кёэсуда накануне всех событий. Мияка Кадзира оглушает своего брата ударом по голове, а затем вместе с нашим героем устремляется прочь. Так ребятам удалось скрыться и попасть на рисовые поля, первый полноценный уровень в игре. Нам понадобится оружие, и кочерга из следующего костра вполне сгодится. Основными для нас противниками становятся шибита, жители деревни, которые постепенно мутируют в чудовищ. Первая стадия превращения начинается, когда человек злоупотребляет багровой водой. Она полностью замещает в организме оригинальную кровь, заставляя ее вытекать из глаз несчастного. На этом этапе человек становится живым мертвецом и продолжает заниматься теми же делами, которые были частью его досуга при жизни. Однако теперь он действует бездумно, словно на автопилоте. Следует отметить, что внешность женской версии Шибита подарила Томоми Ватанаbe, которая работала ассистентом в офисе продюсера игры. Среди всех разновидностей она запомнилась мне больше всего. Система ближнего боя реализована предельно просто. Если вы зажмете R1, то персонаж встанет в стойку и приготовится к атаке. Далее лишь необходимо запомнить паттерн поведения противника и бить его на опережение, периодически отступая назад. Все оружие в игре выдается по сюжету, и его урон фиксирован. Поэтому найти ультимативную саблю и использовать ее на протяжении всей игры не получится. Шибиты по своей природе бессмертны, и после поражения они относительно быстро встают на ноги. Важно это учитывать, поскольку в дальнейшем права на ошибку уже не будет. Чтобы пройти рисовые поля на 100%, необходимо выполнить 3 основных задачи. В кустах недалеко от тропы прокрутить вентиль, который отвечает за подачу воды. Найти могилу семьи Такаути. Активировать каменный обелиск за кладбищем. В деревне таких обелисков всего 4, и вам нужно найти все, чтобы продвинуться дальше по сюжету. После выполнения каждого испытания на экране появляется уведомление о том, что вы сделали условия для прохождения какого-то другого уровня. Сейчас мы подробно об этом поговорим, но сначала упомяну, что Кёэсуда и Мияка Кадзира успешно прошли рисовые поля и решили отдохнуть в заброшенном особняке. И вот, дорогие зрители, мы подошли к самому интересному. Признаюсь, я испытал культурный шок, когда осознал, чем на самом деле является эта игра. По своей сути, Forbidden Siren — это чертова Excel-таблица с уровнями. Вы должны проходить их, выполняя определенные условия, которые, в свою очередь, разблокируют доступ к новым уровням. Пример подобных задач я приводил выше. Все основные события игры происходят в течение 3 суток, и вы можете забежать далеко вперед, проигнорировав большую часть персонажей. По правде говоря, чтобы увидеть финал истории, совсем не обязательно закрывать все задания и уровни. В своем прохождении я увидел титры, не успев сразиться даже с финальным боссом. А он тут есть, и он классный. Forbidden Siren сильно отличается от тех игр, в которые вы могли играть раньше. Кейтиро Таяма и его команда создали что-то действительно новаторское. Однако у меня есть ощущение, что сенсей немного перестарался. Но об этом поговорим в выводе. В основном сюжет подается через архивные записи, которых суммарно 100 штук, и запрятаны они будь здоров. Если вы не готовы изучать записки и потом проводить собственное расследование, то даже не думайте проходить Forbidden Siren. Сейчас же давайте объясню, как вообще ориентироваться по этой монструозной таблице. Сверху указаны имена персонажей, за которых нам предстоит сыграть, а слева день и точное время. Каждый уровень нужно пройти как минимум дважды. В первом забеге вы выполняете одно задание, а во втором другое. Выполнять их одновременно вы не можете, что на самом деле бесит, и выглядит так, словно разработчики намеренно растянули игровой процесс. Синяя клетка означает, что все задачи уровня выполнены.
Если половина клетки синяя, а другая бирюзовая, значит вы справились только с одним заданием. Салатовые клетки — это сюжетные катсцены, которые после просмотра должны окраситься в зеленый. Все клетки связаны между собой линиями. Каждая линия — это условие для разблокировки уровня. Табличка на самом деле интуитивно понятна и даже удобна. Такие слова я крайне редко буду применять по отношению к Forbidden Siren. Второй главный герой этой истории — священник Кей Макина. После неудавшегося ритуала он движется в сторону церкви, погруженный в размышления о своем прошлом. Как выясняется, Кей – один из близнецов, которые чудом выжили в начале моего рассказа. В возрасте 12 лет Кей Макина стал деревенским священником, заменив своего приемного отца, который покончил с собой. Обстоятельства его гибели были странными, и Кей считает, что всему виной неудавшийся ритуал 1976 года. Наш герой опасается повторить судьбу своего приемного отца, и последние события сильно ослабили его веру. Поднявшись по лестнице, Кей Макина с удивлением обнаруживает, что стоит на улице, которая была разрушена оползнем 27 лет назад. Более того, по ней бродят ужасные твари, которые когда-то были жителями деревни. Их существование стало неожиданностью даже для священника церкви. Всю свою жизнь Кей Макина старался быть опорой для простых людей, принимая правила игры, не задавая вопросов. Однако теперь он осознает, что ошибся, и Верховная Жрица, несомненно, хранит страшные секреты. Весь уровень нужно пройти незамеченным, поскольку у священника нет оружия. Отдельно упомяну головоломку, завязанную на магнитофоне. На стене неподалеку написана комбинация чисел. Вам нужно остановить проигрыватель в нужный момент, чтобы узнать пароль от кладовой. Он меняется при каждом перепрохождении, поэтому схалтурить не удастся. Внутри вы найдете веревку, которая понадобится нам в будущем. Далее Кей Макина встречает Томоку Маэда, девочку, которая сбежала из дома. Накануне событий игры она не пошла в школу, солгав родителям о плохом самочувствии. Томока села на поезд до ближайшего города, чтобы купить чокер из лимитированной коллекции. На эту поездку она потратила все деньги, отложенные на учебники. Позже она завалила экзамен, и родители решили прочесть ее личный дневник, что и стало причиной конфликта с ними. Теперь Томока лишь хочет вернуться к маме и папе и извиниться за свое поведение. Забавно, что фамилию девочки разработчики подглядели из телефильма Цумики Кудзуси, который носит говорящий подзаголовок «200-дневная война между родителями и их ребенком». Священнику пришлось отринуть копившиеся в голове сомнения, чтобы не напугать Томока и вселить в нее надежду на лучшее. Вместе ребята решили отправиться в деревенскую клинику, но на пути их ждал неприятный сюрприз. Прямая дорога к ней была разрушена. Более того, значительная часть деревни исчезла, и теперь на ее месте простиралось бескрайнее море крови. С тех пор, как провалился ритуал, каждые 6 часов сирена призывает Шибита. Они охотно откликаются на зов и отправляются в море, чтобы принять участие в ритуале Уми-Гаэри. Только пройдя через Кровавое море, они могут получить благословение своего бога. Однако не будем задерживаться здесь. Следующий уровень, расположенный на скалистом побережье, вновь требует от нас скрытого прохождения и выполнения нескольких условий. Во-первых, добравшись до святыни, попробуйте сломать замок на ней с помощью камня. У вас ничего не получится, однако доломать его можно будет позже, за другого персонажа. Во-вторых, здесь же в меню команд попросите Томока спрятаться. Она найдет в кустах ржавый ключик, который понадобится ей в следующем задании. К сожалению, пути священника и девочки сейчас разойдутся. Проклятый Шибита из снайперской винтовки открывает огонь по нашим героям, и Кей Макина не успевает спасти девочку. Священник продолжил свой путь в клинику в одиночку, когда, как чудом выжившая Томока, укрылась в храме неподалеку. Теперь наша цель, управляя девочкой в красных спортивках, покинуть локацию, избежав столкновения с патрулями Шибита. Задание оказалось довольно простым, однако подлянка заключалась в условии, которое добавляется при повторном прохождении. Необходимо завершить забег менее чем за 1 минуту 55 секунд. В первую очередь нужно было добраться до полицейской машины, но она находилась под охраной. Чтобы отвлечь Шибита, достаточно рассыпать сундук с монетками и позвонить в колокол. Однако противник реагировал на приманку неторопливо, что сделало прохождение миссии невозможным. Тогда я смекнул, что можно попытаться пробежать напролом. В целом у меня это получилось, но остался один нюанс. Оказавшись в автомобиле, я включил сирену, чтобы отвлечь от выхода из локации патрульного. Казалось бы, ничего сложного, но нужно было ненадолго затаиться. А единственное место для пряток — это лестница, где все еще шел Шибита, которого я ранее привлек колоколом. Таким образом, меня зажали с 2 сторон. В какой-то момент я даже начал рассчитывать расстояние по сантиметрам, чтобы ухитриться попасть в слепую зону.
По итогу ни черта у меня не получилось, и, поупражнявшись в матерных выражениях, я перезапустил уровень. Волей случая, следующий забег оказался удачным. Видимо, у игры появилась совесть, иначе я никак не могу объяснить свою удачу. Однако, давайте оставим Томоко и вернемся к теме близнецов. Мы уже выяснили, что первый из них стал священником, но как сложилась судьба второго? Он унаследовал деревенскую клинику от своей приемной матери. Женщина назвала мальчика Сира Мията в честь сына, погибшего во время оползня 1976 года. Пару часов назад Сира задушил свою девушку, и как до этого дошло, я сейчас вам расскажу. Начну с того, что вся власть деревни действительно принадлежит семье Кодзира. В древних текстах упоминается, что их предки заселили эти земли примерно в конце 7 века нашей эры. Клан Кодзира разбогател на землевладении, и существует несколько версий того, как они достигли процветания. Однако везде так или иначе упоминается поклонение богу, пришедшему с далеких берегов. Как и у любого влиятельного клана, у Кодзира есть недоброжелатели. Всех таких людей передавали в руки семьи Мията, которая с незапамятных времен управляет деревенской клиникой. Там всех неугодных убивали, следы заметали. Роль такого чистильщика в итоге перешла к Сира Мията от его приемной матери, которая намеренно растила его для этой цели. В подростковом возрасте у Сира завязались отношения с девушкой по имени Мина Онда. Она не стремилась к карьере, но ей всегда нравилось помогать людям. Так еще вчерашняя школьница стала медсестрой в клинике своего молодого человека. Единственной мечтой Мины было увидеть комету, которая пролетает раз в 333 года, и разделить этот момент со своим возлюбленным. Однако судьба для них приготовила совершенно иные планы. Один из пациентов клиники стащил ключи от подвального помещения, где Мина за все время работы еще ни разу не бывала. Движимая любопытством, она спустилась в подземелье и узнала о том, как Сира Мията почищает за семьей Кодзира. Несмотря на случившееся, Мина Онда была уверена, что ее молодой человек на самом деле не злодей. Поэтому она начала убеждать его сбежать вместе с ней из деревни. Кроме того, выясняется, что Мина Онда уже беременна, и им нужно подумать о будущем их ребенка. Однако, несмотря на это, Сира Мията остается верен семье Кодзира и решает задушить свою возлюбленную. Пока все остальные были заняты проведением ритуала, главврач погрузил тело Мины в багажник и вывез в лес. По иронии судьбы, именно в эту ночь на небосводе появилась комета, которая пролетает раз в 333 года. Как только Сира Мията закончил похороны, его оглушила сирена, разрывающая барабанные перепонки. Доктор потерял сознание, когда пришел в себя, то с ужасом обнаружил, что могила была вырыта изнутри. Мина исчезла, поэтому наша задача найти ее и вернуть на место. Из багажника машины достаем гаечный ключ, который послужит нам оружием на первое время. Обычные шибита не представляют особых трудностей, в отличие от снайпера, обосновавшегося на мосту. Необходимо найти способ отвлечь его внимание. Осматривая окрестности, мне удалось отыскать телефонную карточку с изображением девушки в купальнике. Описание гласит, что она восходящая звезда какого-то телевизионного шоу. К этому моменту мы еще вернемся. Сира Мията добирается до телефонной будки и, вставив карточку в аппарат, активирует звуковой сигнал. Шибита с винтовкой пошел проверить, в чем дело, и теперь, подкравшись к нему сзади, наносим удар инструментом по голове. Противник на время выведен из строя, но времени на прохождение уровня нам должно хватить. Миновав мост и уже двигаясь вдоль русла реки, мы наткнемся на второй по счету обелиск. Первый успели привести в действие еще на рисовых полях, и с этим тоже медлить не будем. Теперь давайте выполним задание, завязанное на способности зрения. Переключаясь между ближайшими шибита, следует остановиться на том, который что-то прячет в кустах. Осмотрев тайник, мы найдем туфлю, принадлежащую вылезшей из могилы медсестре. Внезапно в спину нашего героя врезается зовущая на помощь девушка. Сира Мията оборачивается и видит перед собой покойную Мину, как он подумал в первую секунду. Однако на самом же деле перед ним стояла испуганная Риса Онда, близняшка его убиенной возлюбленной. Если вам не хватало японщины, то теперь в сюжете две пары близнецов. Разработчики признавались, что при написании этого твиста вдохновились детективными работами писателя Юкита Аяцудзи. За саму Рису Онду мы могли ранее поиграть на отдельном уровне и активировать там третий по счету обелиск. Она приехала в Хануду, чтобы увидеться с сестрой, и сейчас разыскивает ее. Конечно, Сира не признался Рисе, что труп ее близняшки сейчас бегает по деревне. Вместо этого он предложил девушке вместе отправиться в клинику, поскольку там должно быть безопасно. Это один из немногих уровней, где дозволено менять свое оружие. Так что не пропустите молоток, валяющийся в мусорном баке. Вооружившись им, вы можете пойти подраться с шибито-полицейским, обедающим в местной столовой. Отберите у него студенческое удостоверение Кёэсуды, а затем обратите внимание на стену. Там вы увидите листовку с рецептом фирменной лапши деревни Хануда.
Подписчица с никнеймом «Очень добрый фюрер», которая помогла мне с переводом архивных записей, решила самостоятельно приготовить и попробовать это блюдо. Вот что у нее получилось. Приветствую вас, господа! Лапша Хануда – это уникальная особенность данной деревушки. А раз уж Forbidden Siren так ее нахваливает, то и мы с вами сможем ее приготовить. Для этого у меня сегодня есть 2 брикетика самой обычной лапши, самая базовая суповая основа вот в таких вот пакетиках от этой лапши, также здоровенная банка клубничного джема, сезонные фрукты, яблочный уксус, подсолнечное масло, ну и немного сахара, а также перчик чили для придания особой остриночки. Разломанную лапшу, степень разлома зависит от того, откуда у вас растут ваши руки, мы плавно скидываем в кастрюльку и теперь помешиваем в ожидании, когда оно приготовится. Ждать нам осталось совсем недолго, и теперь плавно помешиваем данное лицедейство. В оригинальном рецепте сказано, что лапша должна вариться в течение 3 минут в кипятке, но это зависит от того, какая именно у вас лапша, и поскольку у меня она достаточно тонкая, то сливать воду можно уже буквально через минутку. Имеется самый вкусный вариант суповой основы получается, если брать отварное мясо, картошку, морковь, например, или лучок. Но у нас сегодня с вами самый простой, самый бюджетный вариант – приправа из дошика. Сыпаем это дело в тарелочку. Да. Далее мы добавляем порезанный вот такими аккуратными колечками перчик чили, а также масло и яблочный уксус. Саке, указанный в оригинальном рецепте, вы тоже можете добавить в дозировке, равной яблочному уксусу, но мне он противопоказан, да и в магазинах у нас его не найдешь. Так что его вполне себе можно заменить виноградным либо яблочным уксусом. У меня сегодня яблочный, и готовить будем именно с ним. Теперь аккуратно заливаем получившуюся суповую основу кипяточком. Добавляем его сравнительно немножко, все-таки надо оставить место еще и для лапши. Далее, чтобы подчеркнуть сладость блюда, нам необходимо добавить всего 2 чайные ложки сахара. Большего нам и не надо, в конце концов там будет еще и клубничный джем. Теперь нам остается хорошенько обвалять лапшу в нашем бульоне. Дай бог, чтобы это было хотя бы съедобно. Остался последний штрих – добавить в это нечто немного клубничного соуса. Теперь капаем клубничным джемом сверху на наше блюдо. Получается вполне себе съедобная фигня. Что могу сказать в результате? Лапша вполне себе даже вкусная. Указанное в рецепте сочетание остроты и сладости очень даже передает. В целом мне понравилось, хотя, возможно, я немножко переборщила с уксусом. Однако это только мое восприятие. В любом случае, по рецепту оно должно быть именно так. Кисло и сладко. Совместными усилиями Сира Мията и Риса Онда добираются до деревенской клиники, где могут перевести дух. Пока доктор изучал какие-то документы, девушка решила выглянуть в окно. Там, в густом тумане под красным дождем, она увидела свою сестру Мину, которая стояла неподвижно. Как и ожидалось, медсестра превратилась в шибита, что естественно напугало Рису. Через некоторое время к ребятам заглянул пастор Кей Макина. Наконец-то братья-близнецы встретились и находятся в одном кадре. После разлуки в младенчестве они впервые увиделись на похоронах предыдущего священника, и можно сказать, что это был день их знакомства. Хотя они и выглядели одинаково, по характеру они были совершенно разными, как свет и тьма, инь и ян. Итого на данный момент я уже представил вам половину персонажей, за которых можно сыграть в Forbidden Siren. Прежде чем перейти ко второй половине, давайте вспомним тех, с кем вы уже познакомились. Кёя Суда, 16-летний юноша, увлеченный мистикой и жуткими историями. Он приехал в Хануду, чтобы узнать больше о городской легенде, согласно которой в 1976 году маньяк убил 33 жителей деревни. Ослепленный любопытством, он стал свидетелем священного ритуала и был убит полицейским. Однако, благодаря красной воде он вернулся к жизни и обрел подругу в лице Мияко, младшей дочери семьи Кадзира, которые намерены принести ее в жертву своему богу. Кей Макина – пастор церкви Мана. Он заменил на этой должности своего приемного отца, который провалил священный ритуал 1976 года. В настоящее время его терзают сомнения в правильности выбранного пути, а также опасения за свою жизнь, ведь ритуал 2003 года пошел не по плану уже под его руководством. Сира Мията – брат-близнец пастора и главврач деревенской клиники. Его воспитывала деспотичная приемная мать, которая видела в нем лишь инструмент для устранения всех, кто не нравился семье Кадзира. Задушил любовь всей своей жизни, и теперь, когда она стала шибита, пытается вернуть ее в могилу.
Риса Онда – близняшка возлюбленной Сира. Она приехала в деревушку, чтобы увидеться с сестрой, но попала под защиту ее убийцы, даже не подозревая об этом. Томока – моя дошкольница, которая сбежала из дома после ссоры с родителями. Она оказалась в центре событий и теперь пытается найти способ воссоединиться с близкими. Я понимаю, что персонажей и, соответственно, имен в этой истории много, и запомнить их все может быть сложно. Однако такова особенность Forbidden Siren. Время от времени я буду делать ремарки, чтобы помочь вам не запутаться в сюжете. Взамен я попрошу лишь поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и нажать заветный колокольчик. Так вы всегда будете получать оповещения от моего YouTube канала вовремя. Также не забывайте о Телеграме с новостями и моими мыслями. На Бусти я раскрываю внутреннюю кухню канала, неудачные дубли, сценарии к видосам, подкасты и многое другое. Уютный Discord-сервер поможет вам найти команду для игр и пообщаться с единомышленниками. Там я всегда на связи. Ссылки на все социальные сети будут в описании. А теперь давайте продолжим наше знакомство с главными героями. Шестой по счету протагонист – профессор Томон Такаути, 34-летний преподаватель фольклористики и мифологии в одном из университетов Токио. Вокруг него часто ошивается 22-летняя аспирантка Йорика Анна, которая тайно влюблена в своего сенсея и полностью разделяет его страсть ко всяким древним штукам. Их знакомству посвящена отдельная манга-приквел «Исследовательские записки Томона Такаути», действия которой разворачиваются до событий основной игры. Позвольте кратко представить вам сюжет этой истории. Получив наводку от своего информатора, Томон Такаути отправился исследовать озеро Косика, расположенное вблизи заброшенной деревушки. Когда он приехал, то обнаружил, что на заднем сиденье его автомобиля все это время находилась Йорика Анна. Преподаватель не был в восторге от компании взбалмошной девицы, но все же позволил ей остаться. На дороге они встретили загадочного мальчика, который вскоре исчез, оставив после себя зловещее ощущение. Ребята остановились в доме матери мальчишки, которая рассказала, что они с сыном единственные жители этого поселения. За чашкой чая наши герои решили обсудить легенду о пятиголовом драконе, обитающем в озере. Согласно мифу с незапамятных времен, раз в определенный период, дракон покидал свое логово и проглатывал деревенских детей, а затем улетал на гору. В этот момент можно было увидеть, как души съеденных ребят пересекали ее. Местные жители не желали мириться с таким положением вещей и начали убивать друг друга, сбрасывая трупы в озеро, чтобы насытить дракона и обеспечить безопасность детей. Отныне, если происходит что-то плохое, покойники выходят из воды в поисках жертвы. Хозяйка дома внимательно выслушала рассказ Томона Такаути, а затем с улыбкой на лице направилась на кухню, чтобы принести еще чая. Профессор бросил взгляд на Йорика Анна и с удивлением заметил, что она задремала. В ее чае было снотворное. Сам он ничего не пил, поэтому начал готовиться к худшему. Вскоре женщина вернулась в гостиную и с ножом в руке набросилась на Томона Такаути. Она намеревалась принести своих гостей в жертву, утверждая, что это поможет ее сыну почувствовать себя лучше. К счастью, нашему герою удалось отпихнуть от себя ненормальную. Он взял на руки спящую Йорика и побежал с ней вглубь дома, что заставило хозяйку заволноваться. Оказалось, что именно там находится комната ее сына. Женщина бросилась к мальчику, который был накрыт одеялом, и произнесла: «Не все среди людей могут видеть то, что есть на самом деле». Тогда преподаватель внезапно достал пистолет и заставил хозяйку приподнять простынь. Оказалось, что ее сын давно превратился в мумию, и все эти годы женщина жила с ним, надеясь, что жертвоприношения смогут воскресить его. Томон Такаути убрал пистолет и обратил внимание на обувь усопшего, на которой красовался принц с героями старого японского телешоу. Вероятно, она из того времени, когда Томон был еще ребенком. Именно в том возрасте профессор потерял своих родителей, и в его душе до сих пор теплится надежда узнать правду об их смерти. И ему лишь известно, что она, возможно, имела сверхъестественное происхождение. Уже на следующем фрейме мы видим, как Томон Такаути несет свою аспирантку на спине к машине. Йорика Анна просыпается и удивляется, почему они не идут к озеру. Профессор отвечает, что это не то место, которое он искал, и просит прощения за свое грубое поведение. Он предлагает девушке прийти к нему на следующий семинар, чтобы поехать с ним в еще одно интересное место. Как мы знаем по событиям игры, этим местом стала деревня Хануда. Йорика Анна с радостью соглашается на предложение, не осознавая, что подписывается на самый страшный опыт своей жизни. Манга завершается монологом Томона Такаути, в котором он излагает свою интерпретацию легенды. На самом деле, голоса умерших детей заманивают своих родителей в озеро, и те уже никогда не возвращаются. Именно это и произошло с женщиной, которая после конфронтации с героями пошла к водоему, ведомая голосом сына. Там ее схватило бесчисленное множество детских рук, после чего она исчезла на дне озера. Подводя итог, можно сказать, что манга представляет собой неплохую историю с приятной рисовкой, которая слабо пересекается с сюжетом игры. С тем же успехом можно было изменить имена персонажей и назвать ее иначе, ведь мало что от этого бы изменилось.
Стоит отметить, что образ Томона Такаути в большей степени основывается на главном герое манги Охотник на Юкаев, который занимался археологией. Накануне событий Forbidden Siren Томон Такаути получил очередную наводку от своего информатора о том, что в окрестностях деревни Хануда будет проведен какой-то секретный ритуал. Для человека, который посвятил всю свою жизнь изучению мифологии, пропустить такое событие было бы преступлением. Поэтому профессор немедленно отправился в путь, взяв с собой Юрика Анна. Сирена застала их на окраине деревни, и они потеряли сознание. Когда Томон Такаути пришел в себя, он увидел перед собой не горы, а кровавое море, посреди которого стояли его родители. Призрачные фигуры взывали к своему сыну, прямо как во снах, которые он видел с самого детства. Наконец у Томона появилась надежда, что Хануда — это то самое место, которое он искал все эти годы. Именно здесь он сможет узнать, как погибли его родственники. Их могилу можно найти на рисовых полях, играя за Кёэсуду. Профессор читал переводы древних текстов и знает Ашибита, поэтому он держит свой пистолет наготове. Поразительно, насколько бесполезны напарники в этой игре, а ведь примерно в половине уровней вам придется нянчиться с ними. Они не умеют сражаться, никак не помогают в бою, а предметы подбирают лишь изредка, и то по скрипту. По сути, напарники балласт, и их присутствие в игре обусловлено лишь сюжетом. Таким образом, вам приходится следить не только за собой, но и болванчиком, с невероятно глупым искусственным интеллектом. К счастью, нажав на треугольник, вы можете вызвать меню приказов и оставить ту же Юрика Анна в безопасном месте, пока исследуете уровень. Кстати, в манге «Сирена Возрождения» она смогла отвлечь Шибита с помощью радио, что сделало ее полезной хотя бы на страницах. Уровень представляет собой деревенский квартал, расположенный на обрыве у реки. Центральный мост охраняется снайпером, поэтому вам придется искать обходной путь, расчищая себе дорогу. Механика стрельбы из пистолета схожа с ближним боем, с той лишь разницей, что атаковать можно на расстоянии, патронов ограниченное количество. Важно упомянуть Шибита, которого Томон Такаути столкнет в колодец. Мы вспомним о нем ближе к финалу истории. Вообще, с данным уровнем у меня возникла проблема, которая чуть не испортила все прохождение. Согласно тексту второго задания, мне нужно было забраться на пожарную вышку и прослушать сообщение по громкоговорителю. Предварительно следовало прокрутить вентиль у пересохшей реки. Я делал все правильно, однако стоило мне забраться на башню, как необходимая катсцена не проигрывалась. После часа безуспешных попыток я посмотрел несколько гайдов, где у игроков все работало корректно. Тогда я, собственно, и написал тот пост сообщества канала, попросив у вас совета. Огромное спасибо всем тем, кто откликнулся. Проблема оказалась в скрытом таймере. Если вовремя добежать до вышки, все должно запуститься. Но даже теперь, зная, в чем подвох, у меня по-прежнему ничего не получалось. В конце концов, кажется, у игры пробудилась совесть, и после, наверное, 100-го перепрохождения все сработало как надо. По правде говоря, в Forbidden Siren есть миссии, которые необходимо пройти за отведенное время. В таких случаях в углу экрана появляется таймер. Но почему разработчики не установили его конкретно в этом задании, мне совершенно непонятно. Само сообщение пришло из школы и содержало просьбу о помощи от девочки, которая звала некую миссис Таката. Это прекрасная возможность познакомить вас со следующей парой главных героев. 10-летняя Харуми Йомада решила остаться в школе допоздна, чтобы полюбоваться звездами. После того, как ее родители погибли в автокатастрофе, девочка замкнулась в себе. Однако она смогла довериться своей новой классной руководительнице, Рейка Такано, которая стала для нее опорой. Именно Рейка сопровождала Харуми в этой ночной прогулке. Жизнь женщины также нельзя назвать простой. За 2 года до событий игры она развелась с мужем и потеряла маленькую дочь во время отдыха на пляже. Внезапно на берег обрушилась огромная волна, которая унесла малышку в море, где она и утонула. Наконец, героини увидели то, ради чего и решили не ложиться спать. Комету, которая появляется раз в 333 года. В тот же момент Харуми и Рейка случайно напугал добродушный директор, примчавшийся, чтобы также не пропустить это астрономическое явление. Позже они втроем направились в школу, где их, как и прочих жителей деревни, настигла сирена. Женщина с ребенком успела укрыться в библиотеке, когда как мужчина по дороге отстал от них. Сидеть бесконечно не получится, поэтому нужно искать выход из школы, которую уже захватили Шибита. Первым делом необходимо спуститься на этаж ниже и осмотреть учительскую. Нет никакой сложности прокрасться туда, но это миссия по сопровождению, поэтому мы должны постоянно следить за Харуми. У меня, например, она часто терялась и застревала на лестнице, из-за чего приходилось возвращаться, рискуя быть обнаруженным. И, как правило, ловили именно девочку. К счастью, в учительской есть точка сохранения, крайне редкое явление в этой игре. Пока Харуми прячется в шкафу, мы должны отправиться в спортзал и найти инструмент, чтобы снять доски с окна. По пути нам то и дело будут попадаться патрули Шибита. В самом спортзале есть сцена для мероприятий, за кулисами которой валяется монтировка. И не только можно открыть путь из школы, но и дать по голове недругам. Внезапно из громкоговорителя доносится то самое сообщение, которое слышал Томон Такаути.
Шибита нашли Харуми, и она зовет свою учительницу на помощь. Рейка Такана выскакивает из подсобки и посреди спортзала видит директора школы, который превратился в одну из этих тварей. Ей приходится как следует навалять ему и отобрать ключи. Прежде чем покинуть это крыло школы, поднимитесь по лестнице и отоприте запертую дверь. Данное задание выдается при перепрохождении уровня и разблокирует локацию для другого главного героя. Саму Харуми мы в шкафу не нашли, поэтому пришлось побегать по коридорам в ее поисках. В моем прохождении девочка сидела в одной из туалетных кабинок. Вместе с ней мы прибежали в учительскую и при помощи монтировки проложили путь на улицу. Теперь вернемся к Кёэсуде и Мияко Кадзира, которые после побега нашли убежище в заброшенном особняке. Молодой человек, чудесным образом возродившись, начал медленно превращаться в Шибита. Чтобы остановить этот процесс, Мияко решилась на отчаянный шаг. Пока Кёэ спал, она порезала ему руку и смешала его кровь со своей. Отсюда становится ясно, что члены семьи Кадзира обладают иммунитетом к трансформации в чудовищ. В этот момент к Мияко пришла ее старшая сестра Аяка. Ранее мы могли видеть ее на церемонии, где она была второй девушкой в свадебном наряде. Как оказалось, в семье Кадзира не рождаются мальчики. Для продолжения рода они усыновляют мужчин со стороны. На той церемонии Дзуну должен был жениться на старшей Кадзира, а младшая, Мияко, должна была стать невестой бога и принесена в жертву. Этот порядок вещей был описан в Священной книге Спасения и соблюдался столетиями, вплоть до 1976 года, когда он впервые был нарушен. Более полное представление о событиях, произошедших 27 лет назад, можно найти в сборнике «Странные истории Хануды». Его написала Наока Сато уже после выхода игры по наводке корейских фанатов. В нем происшествие описывается с точки зрения различных персонажей, но мы сосредоточимся на самых важных моментах. В качестве видеоряда послужит манга «Сирена Возрождения». 27 лет назад между братьями из семьи Симура, Такафуми и Акирой, разгорелся ожесточенный спор. Такафуми заподозрил, что в деревне происходит что-то неладное. Верховная жрица не стареет, а эти Кадзира совершают человеческие жертвоприношения. Неужели никто не задается вопросами? Эти ритуалы проводятся в Хануде с незапамятных времен, но они просто чудовищны. В современном обществе нет никакого смысла продолжать следовать этим омерзительным традициям. Акира внимательно выслушал брата, но попросил его не делать глупостей и больше никому об этом не рассказывать. Лучше помалкивать, чтобы не навлечь беду. Естественно, Такафуми не послушал и пошел ругаться с самим мэром, где его слова не были услышаны. Однако вскоре с ним связалась служанка семьи Кадзира и попросила о помощи. Горничная сообщила, что на днях юная госпожа будет принесена в жертву, и ей нужны союзники. Прямо сейчас в церкви хранится невероятно важный артефакт под названием «Голова Бога», и если его украсть, то церемония не состоится. Такафуми Симура без колебаний согласился выкрасть реликвию, но, прибыв на место, угодил в западню. Его похитили, а затем упекли в клинику с диагнозом шизофрения. Акира Симура, брат Такафуми, не смог защитить его и предпочел забыть о случившемся, чтобы обезопасить остальную семью. Однако его сын Коити был иного мнения. Он хотел довести дело дяди до конца, и в ночь проведения ритуала отправился в церковь за головой бога. Тем временем служанка убедила госпожу бежать и отправила ее по потайному ходу в церковь. Интересно, что всех девочек в семье Кадзира, которые должны стать невестами бога, принято называть именем Мияко. Их даже не заносят в семейный реестр, поскольку они расходная монета. В подземелье, куда попала Мияко, она увидела множество странных существ, страдающих и издающих стоны. Это были прошлые поколения Кадзира, заклейменные гневом божества и не имеющие права на покой. Члены данной семейки стареют, однако они не могут умереть, превращаясь в живые мумии. Кадзира надеются снять с себя проклятие бессмертия через церемонии жертвоприношения, которые проводятся из поколения в поколение. Пройдя через тоннель, Мияко оказалась в церкви, где встретилась с Коити. Молодой человек успел подменить настоящую голову на фальшивую, и на церемонию унесли пустышку. После ребята приняли решение бежать вместе. Хочется подметить, как события прошлого и настоящего переплетаются. В 1976 году Мияко помог сбежать молодой человек по имени Коити Симура, а в 2003 году спасителем девушки стал Кёэсуда. В первый раз артефакт был подменен, а во второй уничтожен. Именно его аннигиляцией занималась Мияко накануне церемонии. Из-за этого в обоих временных отрезках все пошло наперекосяк. В 1976 и 2003 годах разгневанное божество наслало на Хануду оползни, которые сильно повредили деревню. По крайней мере, все так выглядит с точки зрения привычного нам мира. На самом же деле, уничтоженные части деревни были перемещены в карманное измерение бога, так называемый иной мир. Он находится на стыке нашего и загробного соответственно.
Как видно на схеме, иной мир представляет собой пространство, сотканное из шестиугольников, кусков деревни, уничтоженных в 1976 и 2003 году. Вместо гор и лесов их окружает море, наполненное кровью владыки этого места. Сирена — это разгневанный божественный голос, призывающий своих последователей. Причину возникновения проклятия мы узнаем позже по сюжету, а пока вернемся к нашей парочке. После содеянного Коэти Симура и Мияко Кадзира укрылись в деревенской клинике. Молодой человек начал превращаться в шибита и попросил девушку связать его цепями и закрыть в ящике. Так он не сможет никому навредить, и если удастся найти лекарство, его можно будет исцелить. Мияко так и поступила, продолжив свой путь в одиночестве. Однако, через несколько минут крышка ящика сдвинулась, и Коэти увидел перед собой служанку Кадзира с ухмылкой на лице. Она призналась, что наконец-то вспомнила свое истинное предназначение и вбила кол в сердце юноши. Оказалось, что под личиной служанки все это время скрывалась верховная жрица Хисака Яо, прародительница рода Кадзира, и именно с нее началось проклятие. Девушка живет уже так долго, что порой забывает, кем она является на самом деле. Но когда дело доходит до сути, она вспоминает свою роль. В отличие от своих потомков Кадзира, она не меняется с возрастом, поскольку напрямую связана с божеством деревни и служит проводником его воли. Хисака Яо, конечно же, не позволила Мияко сбежать. Она отобрала у нее подлинную голову Всевышнего и замуровала девушку в бункере под клиникой. В настоящем времени на Хисака Яо тоже снизошло озарение, и она сразу же отправилась на побережье. Там она обратилась к своему хозяину и, преодолев пространство и время, получила голову из 1976 года, чтобы заменить ту, что была уничтожена перед ритуалом 2003 года. Для меня это один из самых странных моментов в сюжете. Можно предположить, что это стало возможным лишь потому, что в ином мире понятие времени относительно. Все здесь так или иначе подчиняется воле своего создателя. Рассказанная мной история не только раскрывает множество интересных подробностей, но и служит предысторией для следующего игрового персонажа – Акиры Симуры. В ту роковую ночь 1976 года он потерял не только брата и сына, но и любимую жену. Она начала превращаться в шибита и попросила мужа избавить ее от страданий. С тех пор Акира держится в стороне деревни Хануда. Разочарованный в жизни и винящий себя за гибель семьи, он ушел в леса и стал отшельником, добывая пропитание охотой на местную дичь. В 2003 году Акире Симуре уже исполнилось 70 лет. Почувствовав приближение смерти, он больше не может оставаться в стороне. Повесив на плечо верную винтовку, старик отправился в свой последний крестовый поход. Деревня Хануда долгое время существовала за счет оловянных шахт, расположенных у горного пика Гадзаку. Именно здесь развернутся события следующего уровня. Возможно, Акира и сам когда-то работал в этих шахтах, по крайней мере до 1965 года, когда все запасы руды были истощены. Впервые в игре нам представляется возможность использовать снайперскую винтовку, которая чертовски смертоносна, но в той же степени неудобна. Герой медленно входит в режим прицеливания, а само управление в нем оставляет желать лучшего. Оно ужасно дерганое. Однако, если вам удастся попасть в цель, шибита упадет мгновенно. Решив небольшую задачку с тележками, не упустите четвертый, и по совместительству последний обелиск. В целом уровень выполнен отлично, и если бы не проблемы с управлением, он был бы просто идеальным. Говорят, что в переиздании игры на PlayStation 4 этот недостаток был исправлен, но утверждать не буду. Миновав шахты, Акира Симура пересекается в лесу со стервозной дамой, явно приезжей из города. Кажется, она совершенно не понимает, в какой ситуации оказалась. Незнакомка попросила помощи у старика, но тот прошел мимо, считая, что она уже обречена. Собственно, девицу зовут Наока Михама. Она репортер телевидения и 10-й играбельный персонаж Forbidden Siren. На этот раз последний. Давайте познакомимся и с ней. С самого детства Наока Михама мечтала стать знаменитой, попасть на телевидение. Она грезила о том, как будет петь, играть на сцене и пробовать себя в различных творческих направлениях. Но больше всего ей хотелось стать настоящей звездой и завоевать любовь преданных поклонников. Эта цель вела ее по жизни. В 19 лет она уже была известна и снялась в популярном драматическом шоу для японского телевидения. Помните ту телефонную карточку с девушкой в купальнике? Так вот, это была Наока Михама. На момент событий игры женщина прибавила в возрасте, растеряла прежнюю популярность и хочет получить сенсацию, чтобы о ней вновь все говорили. Ради этого она отправилась в Хануду, дабы снять репортаж о городской легенде, о 30 людях, убитых маньяком в 1976 году. Однако съемочная группа успела заснять лишь вступительную часть. Проезд фургончику перегородил пьяный полицейский, который в помутненном состоянии рассудка принял их за нарушителей. Мужчина достал пистолет и прострелил голову ассистентки, заставив съемочную команду покинуть автомобиль и искать укрытие. Когда ребята добрались до полицейского участка, они обнаружили, что начальник отдела уже получил пулю в лобную долю.
И всей команды спастись удалось только Наока Михаме. И то лишь потому, что полицейский отвлекся на Кёсуду. Все эти события происходили как раз в разгар свадебной церемонии. В лесу Наока встретила Акира Симуру, но, не дождавшись от него помощи, продолжила путь в одиночку. Уровень снова происходит в шахтах пика Ганзаку. Первым делом необходимо найти оружие, и с этой целью заглядываем на пост охраны. Там нас ожидает старый пистолет, который будет весьма кстати. В одном из туннелей вы найдете красный школьный портфель, принадлежащий девочке по имени Намика. Она упоминается в 91-й архивной записи и является главной героиней первого выпуска сборника «Странные истории Хануды». Сюжет разворачивается во время оползня 1976 года. Девочка отправилась на поиски своей матери в лес, но, встретив нечто похожее на дикую собаку, испугалась и упала в яму, наполненную багровой водой. Намика, испив крови бога, начала трансформироваться в монстра, пока не превратилась в Шибита. В новой форме ей удалось выбраться из западни, и она направилась к дому, но на тропинке увидела себя, идущую в лес. Оказалось, что она попала в ловушку временной петли, и странная собака была ею самою из недалекого будущего. Внутри потерянного рюкзака Наока Михама обнаружила ключ-карту от библиотеки, которая вскоре ей пригодится. Сейчас наша задача преодолеть локацию, выманив снайпера из туннеля с помощью сигнализации. При втором прохождении нужно вывести из строя всех шибита в округе, прежде чем покинуть зону. Для этого мы также используем сигнализацию, чтобы привлечь их внимание, а затем сбиваем тележкой, пустив ее по рельсам. Это задание яркий пример того, как можно было бы улучшить игру, если бы не необходимость дважды проходить миссию. Почему бы сразу не дать условия об уничтожении всех противников? Но это ладно. Следующая локация — школа Хануды. Благодаря тому, что во время игры за Рейка Такана мы открыли двери, Наока Михама теперь может попасть внутрь. В коридорах учебного заведения нас поджидает новый вид шибита — пауки. Они обычно ползают по потолку и стенам, и их можно легко обойти, если двигаться тихо. Ранее найденная ключ-карта необходима для открытия библиотеки на втором этаже. Однако, к моему удивлению, она не сработала. Дверь отказывалась поддаваться, и я не мог понять, в чем дело. Я перепроходил этот уровень десятки раз, но безуспешно. В итоге я решил забить и просто переключился на других персонажей. Спустя пару-тройку часов игрового времени я вернулся к этому уровню. И произошло чудо, библиотека открылась. Я не знаю, почему так произошло. Я не находил никаких новых предметов и действовал по привычному алгоритму. Возможно, в очередной раз у игры проснулась совесть. Мои ироничные комментарии призваны помочь вам понять одну важную вещь. Игра Forbidden Siren полна дисбаланса. Некоторые задания слишком легкие, другие неоправданно длинные или сложные, а третьи непонятно как работают. В библиотеке Наока Михама находит записи о том, что красная вода дарует вечную жизнь, а также книгу народных сказок. В ней рассказывается история о рыбе, упавшей с неба. Наока Михама, прежде чем покинуть школу, сражается с директором, который подвергся мутациям. Победив его, девушка выбегает на улицу, но ее разум помутился от пережитого ужаса. Телезвезда, мечтающая о вечной молодости и красоте, устремляется в кровавый оазис и исчезает в нем без следа. Вот до чего доводит желание вернуть популярность и любовь поклонников. Если Наока самостоятельно пошла на такой риск, то история Эри Азумы обернулась трагично по вине несчастного случая. Согласно газетной вырезке из 85-й архивной записи, девушка записала сингл, который в одно мгновение стал хитом и катапультировал ее к славе. В день, когда певица отправилась получать музыкальную премию, она погибла под колесами грузовика, что стало резонансным случаем. В англоязычной версии игры имя певицы перевели как Элли, что неверно, поскольку персонаж является аватаром композитора игры Эрики Азумы. Она от лица своей героини действительно записала сингл, упоминаемый в статье. К сожалению, в самой игре песня не звучит, и она даже не попала в список официального саундтрека. Однако композиция сохранилась в файлах игры, и она чертовски мне понравилась. Просто послушайте минутный фрагмент.
лучших традициях ужасов жизнерадостная песня, благодаря бэкграунду и звуковому оформлению, звучит весьма жутко. Сама же трагичная кончина певицы напомнила мне историю танцовщицы из Dirt Out. У меня на канале есть целая рубрика с нишевыми азиатскими хоррорами. Советую ознакомиться по подсказке в углу экрана. Теперь давайте вернемся к Томоно Такаути и Йорика Анна и посмотрим, как у них обстоят дела. Аспирантка жалуется, что из-за сирены у нее раскалывается голова и возникает непреодолимая жажда. Девушка склоняется над лужей кровавой воды, но профессор вовремя одергивает ее. Томон уверен, что шибиты напали на них не просто так, ими кто-то управляет. Он оставляет Йорика в укрытии, а сам отправляется на поиски предводителя тварей. На этом уровне мы сталкиваемся с целой пачкой новых видов противников. Не успев далеко отойти от убежища, вы попадете под удар шибита собаки. Учитывая наросты на голове, я бы скорее сравнил его с жуком. Эти твари быстро бегают на четвереньках, обладают повышенным запасом здоровья и могут запрыгивать на высокие препятствия. Пройдя еще дальше, будет тяжело не услышать назойливое жужжание и трепет массивных крыльев. Подняв голову, вы увидите шибита-муху, вооруженную пистолетом. Попасть по ней довольно сложно, ведь в игре нет нормальной системы прицеливания. Однако не невозможно. Возникает закономерный вопрос: как жители деревни превратились в этих насекомых-мутантов? С момента неудавшегося ритуала шибита с интервалом в 6 часов отправляются в море по зову сирены. После каждого такого похода они получают новую мутацию и становятся ближе к своему богу, как физически, так и ментально. У них появляется подобие коллективного разума, что можно использовать в своих интересах. Во главе каждой небольшой колонии стоит третий вид шибита, известный как мозг. Его можно узнать по внушительным наростам на голове. И если вывести эту тварь из строя, то и все подобные ему также отключатся. Проблема заключается в том, что нужный нам шибита-мозг не вступает в драку, а наоборот пытается убежать от нас. Пока я гонялся за ним, то наткнулся на святыню, которую тщетно пытался взломать, играя за священника. Выстрелом из пистолета доламываем замок и открываем дверцу. Внутри оказалось студенческое удостоверение нашей спутницы, которое она ранее обронила. Видимо, шибита собирает по окрестностям всякий хлам и приносит его в свое поселение. В конце концов, Томон Такаути смог догнать шибита-мозг, что привело к обезвреживанию всех мутантов в округе. Однако, когда он вернулся в убежище, Йорика Анна там не оказалась. Девушка была вынуждена бежать, так как ее выследил патруль шибита. В это же самое время Акира Симура осматривал окрестности с пожарной вышки. Он достал старую фотографию, сделанную еще в 1976 году, и предался воспоминаниям о своей семье. Старик понимал, что его время подходит к концу, поэтому он пустил снимок по ветру. В этот момент он заметил Йорика Анна, бегущую от шибита. На этот раз охотник решил вмешаться и, направив свою винтовку, 2 точными попаданиями положил всех преследователей. Испуганная студентка затаилась в укрытии и подобрала фотографию, оброненную стариком. На ней она заприметила мужчину, поразительно похожего на своего профессора, Томоно Такаути. Но вглядываться в снимок нет времени. Акира Симура берет девушку под свою защиту и решает вывести ее из деревни, по пути уничтожая как можно больше шибита. Само задание не представляет сложности, если не учитывать снайпера, который стоит на повороте. Нужно умудриться опередить его и выстрелить первым, иначе уровень придется начинать сначала. Куда интереснее поговорить о задании, выдаваемом при повторном прохождении. Нам дается всего 1 минута и 55 секунд на то, чтобы спасти Йорика Анна в одном из 3 мест деревни, а затем благополучно сбежать вместе с ней. Стоит ли говорить, что времени дано критически мало? Мне пришлось буквально по сантиметрам рассчитывать угол поворота камеры, подсчитывать нужную секунду для выстрела по шибита и просто надеяться на удачу. Еще одна проблема заключается в том, что на крышах сидят снайперы, которые целятся не только в деда, но и аспирантку. На их устранение банально нет времени, поэтому приходится импровизировать. Девушка к тому же любит застревать, и если это происходит, проще всего начать уровень сначала. В конце концов, Акира Симура показывает Йорика Анна, как шибиты принимают участие в Умигаэре, отправляются в Кровавое море за дарами своего бога. Старик также осознает, что в какой-то момент может превратиться в чудовище, и хочет пресечь трансформацию на корню. Больше всего на свете он мечтает вернуться к своей семье, и поэтому принимает решение застрелиться. Закономерный итог для такого персонажа, как Акира Симура. Правда, меня в этот момент пробило на истерический хохот. Я так долго проходил эту миссию на время, так долго мучился, пытаясь дойти до конца в целости и сохранности, а что по итогу? Старик просто решил дезинтегрироваться из этой игры. Не могу его осуждать, поскольку Forbidden Siren и покойника заставит материться. Хочется, кстати, отметить цензуру, добавленную в версии игры для американского региона. Разработчики подрезали сцену так, чтобы в момент нажатия на курок в руках деда не было видно винтовку.
Также изменили возраст персонажей. Мияко Кадзира и Томоко Маэда по 14 лет. Однако для американцев их превратили в 17-летних девушек. Кёэ Суди тоже подкорректировали возраст с 16 до 18. Точной причины этих изменений нет, просто упомянул как любопытный факт. В то же время Рейка Такана и Харуми затаились в хижине на рисовых полях. Девочке снился сон о молодой девушке с белой собакой, которая стала ее подругой. Конечно, игра подразумевает здесь Мияко Кадзира. Харуми даже нарисовала ее на одном довольно жутком рисунке. С улицы начали доноситься крики Шибита, и это означает, что снова пора в путь. Нам предстоит зажечь 3 фонаря, но они открываются только после активации всех обелисков в игре. Таким образом, Рейка Такана неосознанно проведет ритуал и освободит свечащиеся огни, которые стремятся в небеса. Если обратиться к книге спасения религии Мана, то можно найти упоминание Кирудена, 4-крылого зверя, охраняющего врата рая. Он выглядит как мантикора, сочетающая в себе черты льва, быка, человека и орла. В руках у него всегда пылающий энергией меч, и я попрошу вас запомнить эту деталь. На дороге перед нашими героями возникла толпа Шибита, и Рейка Такана решила отвлечь их. Она спрятала Харуми в телеге, но как только Рейка отошла, один из мутантов покатил прицеп за собой. Учительнице пришлось действовать незамедлительно, чтобы спасти девочку. Она уже потеряла родную дочь и не могла допустить, чтобы это повторилось. Рейка подбежала к брошенному бензовозу, открыла клапан и разлила бензин вокруг. Ей удалось отвлечь внимание чудовища телеги, посигналив с места водителя. Однако этим она сама подписала себе смертный приговор. Отступать было некуда. Рейка Такана достала зажигалку и вызвала взрыв, уничтожив всех Шибита в округе. Первый день близится к концу, и мы завершим его вместе с Томоко Маэда. Девочка в красных спортивках брела по берегу, пока не наткнулась на тело Акиры Симуры. Испугавшись, она бросилась бежать и столкнулась с Хисака Яо, верховной жрицей. Она утешила Томоко, сказав, что родители уже ждут ее в церкви. Вновь обретя надежду, девочка добралась до рисовых полей и увидела, как с неба спускаются прекрасные ангелы. Согласно священной книге, они знаменуют собой возвращение Бога. Момент умиротворения прерывается, когда перед лицом Томоко возникает телеведущая Ноока Михама. Она уже превратилась в Шибита, но вместо того, чтобы напасть, безудержно смеется и убегает. Дорога к церкви через рисовые поля стала для меня одним из самых запоминающихся уровней в игре. В какой-то момент ты осознаешь, что противники просто не реагируют на нашу героиню. Это невероятно странно. А умиротворяющая музыка на фоне лишь поддерживает противоестественные ощущения. Единственное, кто хоть как-то взаимодействует с Томоко, это телеведущая. В припадке безумия она считает себя самой красивой женщиной на планете, и, завидев Томоко, начинает ходить за ней по пятам, уговаривая ее согласиться с этим утверждением. Также на уровне на долю секунды появляется существо из японского фольклора – Цутиноко. Оно похоже на змею и умеет разговаривать, имитируя звуки различных животных, включая человеческую речь. Существует поверье, что Цутиноко запросто заговорит зубы любому собеседнику. Единственный способ не попасться – это напоить его алкоголем. В контексте игры важно другое свойство этого причудливого зверя – его привычка проглатывать свой хвост, что символизирует зацикленность времени. И вот, расталкивая толпы Шибита, Томоко Маэда приближается к церкви, где находятся ее родители. Она видит их через окно и просит впустить, однако те лишь приходят в ужас от увиденного. Оказывается, девочка уже стала Шибита. Отныне кровь Кадзира течет в жилах Кёэ Суды. Она помогла ему не превратиться в Шибита, однако наложила и проклятие, от которого эта семья страдает сотни лет. Молодому человеку снится необычный сон об огромном валуне пирамидальной формы, который упал с небес. Вместе с ним на землю приземлилось существо, отдаленно похожее на русалку. Жители деревни Хануда, страдающие от голода, принялись поедать еще живого пришельца, но вскоре были оглушены его криком. Все люди погибли, за исключением одной беременной девушки, которая склонилась перед существом, называемым Датацуси. С того самого дня, более 1300 лет назад, она пытается воскресить инопланетного гостя, надеясь заслужить его прощение. Сегодня эта девушка известна под именем Хисака Яо, и она проклята бессмертием, как и все ее потомки из рода Кадзира.
Также мы получаем обоснование того, почему символ религии в деревне, крест Мана, выглядит именно таким образом. Это перевернутый японский знак, означающий «жить», что можно интерпретировать в качестве антипода жизни. Именно в такой форме лежали доски под Татсуси, когда его пожирали. Хочу подчеркнуть, что полную версию этой сцены можно увидеть, лишь пройдя игру на 100%, собрав все архивные записи. Для понимания сюжета она критически важна, и странно, что открыть ее смогут лишь самые пытливые игроки. Вообще в игре достаточно много намеков на инопланетян и все связанное с ними, но подается это больше в шуточной форме. Напомню, что Кейтиро Таяма добавил в первый Silent Hill концовку с НЛО, поэтому удивляться тут нечему. В интервью геймдизайнер признавался, что его очаровывают игры, в которых есть намек на научную фантастику. В конце концов, Киосуда просыпается от громкого шума в соседней комнате. Шибиты проникли вглубь особняка, и пришло время выбираться отсюда. Уровень примечателен тесными коридорами и необходимостью правильно рассчитывать время, так как противники имеют привычку возрождаться. Через дыру в полу ребята покидают убежище и отправляются по скалистой тропе. Вдалеке они замечают луч света, который пробивается к небесам из Кровавого моря. Это служит сигналом о том, что Хисака Яо получила голову бога. Учитывая сказанную выше информацию, становится понятно, что голова — это не просто артефакт, а настоящий череп Детацуси. Именно поэтому он настолько важен. Мияко, естественно, занервничала, ведь ее усилия по предотвращению свадебной церемонии практически сошли на нет. Наши герои не могут продолжить свой путь, пока не одолеют Шибита мозг, который управляет всеми существами в округе. Признаться честно, мне пришлось побегать за ним. Однако ваше внимание я хочу акцентировать на другом персонаже. Киосуда вновь столкнулся с Шибита полицейским, правда тот уже успел мутировать в муху. Нам очень пригодится его табельный пистолет, поэтому необходимо придумать, как заполучить его. Решение загадки оказалось довольно простым. Нужно дождаться, пока полицейский приземлится в кровавую лужу, которой ведут оголенные провода. Следить за его перемещениями можно с помощью способности взгляд. Затем останется лишь дернуть рубильник и поджарить противника, временно выведя его из строя. Но этого времени окажется достаточно, чтобы отобрать у него пистолет. Вернувшись за Мияко, нашего героя ждал неприятный сюрприз. За девушкой пришел Дзун, намереваясь отвезти ее на новую церемонию. На этот раз наследник семьи Кадзира не был настроен на разговор. Он молниеносно выстрелил юноше в грудь из винтовки, отправив его в свободный полет. Тем временем Риса Онда блуждала по коридорам деревенской клиники. Внезапно она услышала голос своей сестры и, обернувшись, увидела ее в новом обличии. Мина Онда мутировала в Шибита мозг, и в отличие от прочих тварей она передвигается невероятно быстро. Убежать от медсестры еще та задачка, но нашей героине удается протиснуться через сломанную дверцу и скрыться. Наша цель — включить сигнализацию, чтобы предупредить о надвигающейся опасности священника и главврача, которые беседуют в другом конце крыла здания. Мы можем послушать их разговор с помощью способности взгляд, но ничего нового мы не услышим. Создается впечатление, что Кейтиро Таяма позаимствовал образ чудовищной медсестры из серии Silent Hill, однако на самом деле все несколько сложнее. Истоки влечения команды медицинскими работниками можно найти в старом фильме 1981 года под названием «Похоронены, но не мертвы», где американская актриса Лиза Блаунт исполнила роль медсестры. Из чего-то наподобие оружия Риса отыскивает в подсобке зонтик, однако он практически бесполезен и сражаться им в открытую себе дороже. Тогда ей в голову пришла идея распылить в коридоре огнетушитель, чтобы ухудшить видимость и подкрасться к сестре. Не с первой попытки, но ей удалось оглушить преследовательницу. Теперь оставалось только примчаться к тревожной кнопке и включить сигнализацию. Кейма Кина и Сера Мията сразу же бросились на помощь Рисе, но священник, увидев мертвячку, испугался. К счастью, главврач сумел спугнуть медсестру, плеснув в нее химический раствор. Он оставил Рису вместе со своим братом, а сам отправился в погоню за Шибита. В не менее патовой ситуации оказалась Харуми, спрятавшись в заброшенном особняке. В этом доме поселилась Томоко Маэда со своими родителями. Они не смогли оставить дочь одну, даже после того, как она превратилась в Шибита, и выбежали из церкви ей навстречу. Так семья Маэда воссоединилась, но какой ценой? Наша задача, играя за Харуми, предельно проста – сбежать. Это, пожалуй, единственная миссия в игре, где весь геймплей построен на способности зрения. Не зная местоположения противника, вы и шага ступить не сможете, так как высока вероятность погибнуть. Девочка не может сражаться и долго бегать, поэтому ее обнаружение практически гарантированно приведет к поражению. Первые 2 минуты вам придется сидеть в шкафу и ждать, когда мать семейства пойдет на кухню. Эти существа постоянно бормочут себе что-то под нос, и может показаться, что это просто случайный набор звуков, но это не совсем так.
У Шибита есть свой собственный алфавит, и Томока оставила на нем несколько записей. Первая из них переводится как «вместе навсегда», а вторая «Бог грядет». Это свидетельствует о том, что Шибита разумны и сохраняет как минимум частичку своей прошлой личности. Томока, находясь на первой стадии превращения, продолжает заниматься тем, чем любила при жизни – рисовать мелками. Прокравшись за ее родителями, утаскиваем с кухни ключ от балкона и быстро выбегаем на улицу. Казалось, опасность миновала, но тут происходит то, что произвело на меня впечатление еще при первом прохождении. Учительница Рейка Такана, пожертвовавшая собой ради Харуми, вернулась в обличье Шибита. Она одержима девочкой и стремится немедленно воссоединиться с ней. Убежать от классной руководительницы еще та задачка, учитывая неповоротливое управление. В очередной раз мне пришлось рассчитывать по сантиметрам траекторию своего движения, чтобы успеть вскарабкаться на крышу. В большинстве попыток меня ловили именно на этом этапе, так как Харуми невероятно медлительно сбирается наверх. Учительница поблажек никаких не делает и бежит со скоростью не обычного противника, а подконтрольного игроком персонажа. Каким-то чудом мне все же удалось карабкаться наверх. Дождавшись, когда Рейка решит пробежать круг вокруг дома, я спрыгнул и помчался к выходу с локации. Харуми снова удалось спастись, но как долго ей будет вести? Пользуясь паузой, хочу упомянуть секрет из 87-й архивной записи. И его обнаружение разблокирует в главном меню игру Зуна. Нужно выстраивать кубики одинакового цвета в ряд, чтобы они исчезли и принесли очки. Такая залипательная убивалка времени. В это время в деревенской клинике Риса Ондо вместе с Кей Макина ожидала новостей от главврача. Внезапно появляется Мина Ондо и оглушает священника. Затем она приближается к своей сестре и, слившись с ней разумом, показывает ей свои воспоминания, в том числе и те, где Сира Мията насмерть душит ее. Сам же убийца параллельно с этими событиями обследовал другое крыло здания. Оно было уничтожено оползнем 27 лет назад и сохранилось лишь в ином мире. По рассказам приемных родителей, в этом крыле находилась секретная лаборатория, в которой во время Второй мировой войны изучали феномен Шибита. Сира надеется найти в ней ответы на причину видений, которые преследуют его с самого детства. В них к нему является девушка в черном кимоно и просит о помощи. Рёка Мията, приемная мать Сира, была больна неизвестным заболеванием, которое приковало ее к постели. Она стремительно угасала и передала сыну управление клиникой. Он унаследовал тяжелое бремя семьи Мията, и единственной, кто видел в нем человека, а не оружие Кадзира, была Мина Ондо. Доктор начинает жалеть о том, что убил свою возлюбленную. Возможно, она была права, и на самом деле он не тот, кем его воспитывали всю его жизнь. Внезапно за спиной Сира появляется Риса Ондо. После контакта с сестрой она превратилась в Шибита и переняла ее повадки. Этим объясняется то, почему она вырядилась в медсестру. Доктор делает то, что умеет лучше всего, пытается задушить девушку. Однако та лишь смеется и всем своим видом показывает, что ей это нравится. Испуганный Сира хватает гаечный ключ и, отбившись от нападающей, отправляется на поиски лаборатории. Никакого расследования проводить не пришлось, поэтому скажу прямо. Вход в нее скрыт под статуей во внутреннем дворе. Спустившись по лестнице, Сира обнаруживает прикованное к стене высохшее тело девушки. Но, несмотря на внешний вид, она все еще жива. Именно эта фигура являлась нашим героем в видениях. Оказывается, перед нами прошлая Мияко Кадзира, которую Верховная Жрица заточила здесь 27 лет назад. Из-за крови своей семьи несчастная не может умереть, но годы не сломили ее дух. Она желает положить конец безумию, царящему в деревне Хануда, и обращается за помощью к Сира. Мияко вручает ему две глиняные фигурки, созданные еще до нашей эры. Одна из них мужская, с символом меча, другая женская, с щитом на груди. Эти фигурки называются уриенами и использовались в ритуалах для обеспечения успеха в грядущих битвах. По какой-то причине они могут нанести вред не только Шибита, но и самому Датацуси, поэтому Верховная Жрица спрятала их здесь. Сира Мията осознает, что его истинная цель не потворствовать Кадзира, а навсегда остановить их. Бесконечный цикл жертвоприношений должен быть прерван. Первым делом он решает разгадать тайну вечной жизни Шибита. В хранилище неподалеку доктор находит ящик, в котором заточен Коити, сын Акиры Симуры. Юноша обратился в Шибита, но его тело осталось парализовано деревянным колом, который вонзился ему в сердце. Доктор извлек кол и решил использовать его, чтобы поймать сестер Ондо. Так он сумел доставить Рису и Мину в лабораторию, где начал кромсать и расчленять их. За этим занятием его застал Кей Макина. Он был в ужасе от действий своего брата и упал на колени в молитве. Оказалось, что не только доктору, но и священнику являлась Мияко Кадзира в видениях. Она выбрала близнецов для спасения деревни, однако Кей отказывается от своей миссии. Несмотря на пережитые ужасы, он сохранил верность Кадзира и Верховной Жрице в частности.
Он считает, что нужно следовать учениям предков и успешно завершить ритуал, чтобы обрести спасение. На этом пути братьев расходятся. После встречи с охотником Йорика Анна смогла вернуться к профессору и продолжить путь вместе с ним. Ребята остановились на мосту, где погрузились в воспоминания о прошлом. Тамон Такаути показал Йорика надпись, которую он оставил на ограждении 27 лет назад, когда был еще ребенком. Оказывается, профессор родился в Хануде, но в возрасте 7 лет остался сиротой после того, как его родители погибли во время оползня. В случившемся он винил себя, так как накануне церемонии стащил религиозный талисман. Конечно, дело было совсем не в нем, но маленький Тамон тогда так не думал. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил изучению фольклора и мифов, стремясь разгадать тайну того, что произошло 27 лет назад. И вот, вернувшись в родные края, он вспомнил, как бродил по руинам деревни, заливая слезами, пока его не обнаружили спасатели. Сейчас Тамон Такаути хочет найти дом своих родителей, чтобы узнать хотя бы крупицу информации об их жизни. Услышав это, Йорика Анна достала фотографию, на которой был запечатлен мужчина, поразительно похожий на Тамона. На самом деле это был его отец, а рядом с ним стоял счастливый Акира Симура. Они были хорошими товарищами. Глядя на эту фотографию, профессор почувствовал себя неловко и решил извиниться перед своей аспиранткой за то, что втянул ее в эту историю. Несмотря на свою отстраненность, он на самом деле очень переживает за нее. Йорика Анна находит эти слова приятными, однако добавляет, что сама напросилась в эту поездку и, несмотря на пережитое, ни о чем не жалеет. Кажется, впервые за долгое время Тамон Такаути искренне улыбнулся. Однако тут же выражение его лица изменилось, когда в спину девушки прилетела пуля. Йорика Анна упала с моста, а профессора окружили полчища шибита. В данном моменте между игрой и манго есть некоторые различия, но в обоих случаях Тамону удается одолеть стрелка и приблизиться к нему. К моему удивлению, им оказался Акира Симура, который даже проделал в своей голове отверстие и не смог избежать участи превращения в шибита. Старик, находящийся в состоянии помутненного рассудка, узнал в профессоре маленького Тамона и признался, что всех подвел. Боль от потери близких помогла ему набраться смелости, но он был уже слишком стар и ничего не смог изменить. Его жена и сын по-прежнему находятся в ином мире и не могут обрести покой, поскольку в этом месте невозможно умереть окончательно. Оказывается, отец Тамона Такаути был историком и знал множество секретов семьи Кадзира. Он написал целый трактат, который передал брату Акиры Симуры, Такафуми, а от него книга перешла к Оити. Содержащиеся в ней сведения побудили их выступить против семейки Кадзира. К сожалению, тогда у них ничего не получилось, и церемония обернулась страшным оползнем. Однако сейчас появился новый шанс прервать цикл жертвоприношений, и Тамон Такаути должен воспользоваться им. Так он завершит дело своего отца и семьи Симура, доведя его до логичного финала. После разговора со стариком профессор спустился под мост, но не нашел там тело девушки. Йорика Анна, будучи раненой, смогла подняться выше по реке, где и потеряла сознание, практически упав к ногам доктора. Сира Мията, пораскинув мозгами, дотащил девушку до своей клиники, также прихватив по пути подстреленного Киосуду. Выяснив, что в жилах юноши течет кровь Кадзира, он сделал переливание девушки, тем самым спас ее от смерти и превращения в шибита. Возникает логичный вопрос, почему Сира помог им. Как он сам признался, ему понравилось идти против течения и совершать добрые поступки. Благодаря этому он чувствует, что словно переродился в другого человека. Когда ребята пришли в себя, главврач покинул их, отправившись в неизвестном направлении. Йорика и Кёя смогли поладить друг с другом и договорились вместе искать близких им людей, Тамона и Мияка соответственно. К сожалению, аспирантка потеряла очки, поэтому ей понадобится дополнительная помощь нового знакомого. К сожалению, ребята разминулись с профессором, который пожаловал в клинику Мията, чтобы узнать больше о происходящем в деревне. Он нашел фотографию верховной жрицы, датированную 1967 годом, и убедился, что эта женщина не стареет. Профессор сразился с освободившейся медсестрой и отнял у нее очки своей аспирантки. Это дало ему надежду на то, что девушка все еще жива. Тем временем Йорика Анна и Киосуда приблизились к жилому кварталу и обнаружили, что на его месте теперь возвышается гигантская монструозная постройка, вокруг которой копошатся чудовища. Очевидно, это было их гнездо. Несмотря на опасность, ребята, ведомые чутьем, отправились прямо внутрь. В самом сердце гнезда находится зеркальный бассейн, место, где постоянно изливается кровь Датацуси. Она наполняет собой моря и реки, создавая очертания иного мира. Именно здесь готовится новая свадебная церемония, в ходе которой Мияка исполнит свое предназначение и станет невестой Всевышнего.
Кёэ, Суда и Йорика Анна пытаются проникнуть внутрь, преодолевая хаотично построенные мосты и балки. Играя за юношу, нам необходимо быть предельно осторожными, чтобы не подвергнуть опасности девушку. На локации расположены два снайпера, которые охватывают своим взглядом практически всю территорию. Чтобы устранить первого из них, достаточно сделать небольшой круг и подкраться к нему со спины. Второй же снайпер стоит на смотровой вышке, и здесь я просто положился на удачу. Ставка сыграла. Когда я поднялся к нему по лестнице, он смотрел в другую сторону. Теперь территория безопасна, и мы можем исследовать ее в поисках прохода. Следует отметить, что в игре не так много локаций, и они регулярно повторяются. Обстановка на уровнях почти не меняется, за исключением расположения противников. Однако этот уровень стал исключением. Новострой гармонично вписался в ландшафт деревенской улицы, и мне было приятно осматриваться, подмечая, насколько же изменились знакомые места. Но ребята не единственные, кто оказался в гнезде Шибита. После побега от своей учительницы Харуми заблудилась в лабиринтах этого комплекса и ищет новое безопасное место. Девочка все еще надеется обратиться к кому-нибудь за помощью и, заметив плачущую женщину, решает подойти к ней. Однако незнакомка оказывается Шибитом и начинает безудержно смеяться, вынуждая Харуми бежать. Как и в прошлом уровне за девочку, здесь нужно использовать способность зрения. Но если планировка дома интуитивно понятна, то уже здесь черт ногу сломит. Создавая эти запутанные тоннели, разработчики вдохновлялись произведением «Город без улиц» от сенсея Дзюнзиита. Вообще, если вы знаете игры, которые так или иначе основаны на его творчестве, то дайте знать в комментариях, может чего-нибудь разберу. Харуми на самом деле весьма смекалистая, ведь умудрилась заманить Шибита собаку на шаткий мостик. Прогнившие доски не выдержали веса монстра, отправив того вниз по течению реки. Из самого сердца гнезда зазвучала торжественная мелодия, исполняемая верховной жрицей на органе. Она знаменовала начало долгожданной церемонии. Пришло время освободить душ от вечного проклятия и вернуть Датацуси в мир живых. Кей Макина, наблюдая за явлением бога, удивляется его чудовищному облику. Он не может поверить, что все это время молился этому существу. Верховная жрица Хисака Яо, торжествуя победу, сжигает заживо Аяка, поскольку больше нет необходимости продолжать род Кадзира. Жениха девушки Дзуна постигла не менее трагичная судьба. Он оказался на пути возрожденного Датацуси. Молодой человек был о себе высокого мнения, но погиб как самый обычный смертный. Вскоре на церемонию являются и остальные главные герои. Тамон Такаути оказывается разочарован тем, что опоздал, но он рад видеть Йорика Анна целой и невредимой. Кёэ Суда, взглянув на испепеленное тело Мияко, очутился вместе с ее душой посреди безмятежного поля, залитого лучами летнего солнца. Девушка признается, что когда впервые встретила нашего героя, она увидела в его глазах удивительный свет, который не имел ничего общего с тем темным и унылым миром, что был частью жизни жителей деревни. Молодые люди едва были знакомы, но Кёэ рисковал своей жизнью ради Мияко. В конечном итоге он начал превращаться в Шибита, и девушка спасла его, разделив с ним свое проклятие. Мияко не могла смотреть на его страдания и, возможно, поступила эгоистично, но она желала, чтобы свет никогда не угас в его глазах. Она мечтала увидеть через них огромный и удивительный мир за пределами деревни, но от своего предназначения не сбежишь. Теперь, когда ее физическая жизнь подошла к концу, она будет помогать юноше, наблюдая за ним извне. Кёэ Суда пообещал девушке уничтожить деревню и стереть всех Шибита с лица земли. После этих слов парень пришел в себя в провале рядом с Тамоном Такаути Кей Макина. Профессор хочет разыскать верховную жрицу и призвать ее к ответу, и Кёэ с радостью соглашается помочь ему в этом. Священник же оставил героев и пошел своей дорогой. Все, во что он верил, пошло прахом. В этот переломный момент своей жизни он сталкивается с братом-близнецом. Впервые за долгое время у них состоялся откровенный разговор. Кея усыновил священник и сделал своим преемником. Жители деревни относились к нему с большим уважением, что вызывало зависть у Сира. По воле случая он попал в семью Мията и воспитывался совершенно иначе. Мальчик все глубже погружался во тьму, в то время как его брат сиял в лучах всеобщего одобрения. Несмотря на все это, Кей Макина признается, что никогда не хотел быть священником. Глубоко внутри, видя, с каким ожиданием смотрят на него жители деревни, он всегда был напуган. Кей понимает, что подвел свою паству, и что хуже всего, они поклонялись какому-то чудовищу.
Выслушав своего брата, Сира подчеркивает, что они просто играли свои роли. Правда, свою роль он считает сыгранной. Доктор больше не хочет быть монстром, поэтому заряжает пистолет и прислоняет его к своему виску. «Прощай, брат», – произносит он. После этого звучит выстрел. Естественно, данную сцену в американской версии игры подвергли цензуре, но есть один нюанс, который делает ее бесполезной. При первом прохождении его легко упустить. На самом деле Сира застрелил не себя, а Кея. Это подтверждается 93-й архивной записью, которая представляет собой обгоревший клочок халата с биркой Мията. Сира верит, что они с Кеем были выбраны Мияко Кадзира для того, чтобы положить конец безумию, происходящему в Хануде. Поскольку священник отказался от своего предназначения, Сира взял все в свои руки. Он решил стать им, буквально похитив его личность. Мужчина сжег свой халат и переоделся в мантию священника. Теперь он совершенно новая личность, сочетающая в себе расчетливость Мията и добродетель Макина. Единственным человеком, кто знает об этой подмене, стала Харуми, которая в это время сидела в укрытии неподалеку. Не то чтобы это сыграло какую-то роль в сюжете, просто любопытный факт. Вскоре Сира встречается с Кёе Судой и передает ему один из двух уриенов, которые были получены от мумии Мияко Кадзира в лаборатории клиники. Он надеется, что этот артефакт пригодится Кёе в битве с Шибита. Сам же Сира покидает гнездо и направляется к горному пику Гадзаку. Оказалось, что Датацуси не улетает из лабиринта, поскольку в своей новорожденной форме не может переносить солнечный свет. Сира планирует уничтожить гнездо, разрушив плотину на реке Мана. Но как это сделать? Во время Второй мировой войны японская армия построила по всей деревне бомбоубежища, и одно из них уцелело. Попасть в него можно через пересохший колодец, расположенный в старом квартале Хараэдори. Именно здесь жили близнецы Кей Макина и Сира Мията, которые при рождении носили фамилию Йосимура. Здесь же в последний раз можно встретить Акиру Симуру, который уже успел мутировать в чудовищную муху. После битвы с ним герой спускается по веревке подземелья, где встречает Шибита, которого сюда столкнул Тамон Такаути еще первый день. Справиться с ним не составляет труда. Внутри бомбоубежища остался солидный запас взрывчатки, которой достаточно для осуществления диверсии. Перед самым закатом солнца плотина на реке Мана была прорвана. Неистовый поток кровавой воды хлынул в деревню, сметая все на своем пути. Наконец он достигает гнездилища. Солнечные лучи сжигают физическую форму Датацуси, и он возвращается в свое логово, расположенное по ту сторону зеркального бассейна. План избранника удался на славу, но это еще не конец. Он продолжает свое восхождение на пик Гадзаку. После потопа большая часть гнезда оказалась разрушена, и на его обломках разворачивается последний уровень Затамона Такаути. Мужчина очнулся в кромешной тьме и начал слышать голоса своих родителей. Не в силах противостоять им, он отправился на поиски дома, в котором провел первые 7 лет своей жизни. На его пути сперва возникает телеведущая Наока Михама, которая в погоне за вечной молодостью превратилась в Шибита-собаку, а затем и учительница Рейка Такана, мутировавшая в Шибита-мозг. Ее можно узнать только по одежде, учитывая наросты на голове. Необходимость сражаться с теми, за кого только недавно играл, вызывает у меня смешанные чувства. Ты прекрасно знаешь этих персонажей и видел, через что они прошли и кем стали в итоге. Это грустно, страшно и круто одновременно. Пожалуй, это одна из самых интересных находок игры. В конце дороги профессор замечает вывеску дома со своей фамилией и понимает, что спустя все эти годы он наконец-то вернулся домой. Открыв двери, Тамон увидел перед собой своих родителей, которые выглядели точно так же, как и в день их последней встречи. Он извинился перед ними за то, что украл религиозный талисман, и падает к ним в объятия. Естественно, без подвоха тут не обойдется, но о нем немного позже. В настоящее время Сира, облаченный в мантию священника, приближается к шахтам, где в последний раз сражается с близняшками Онда. После эксперимента в лаборатории они регенерировали и стали еще злее. Интересно, что Мина атакует ее самой лопатой, которой ее пытались закопать пару дней назад. Риса же начинает трансформироваться в Шибита-мозг, о чем свидетельствуют наросты на ее лице. Девушку удалось обездвижить, вонзив в сердце деревянный кол. В конце концов, Сира поднимается на вершину горы и видит перед собой множество неупокоенных жителей деревни. Они погибли во время оползня 27 лет назад, но, оказавшись в ином мире, отказались служить Датацуси. Год за годом они противостояли зову сирены, и благодаря этому не стали Шибита. «Истинный долг священника не проводить церемонию, а даровать покой заблудшим душам», — говорит Сира. С этими словами он жертвует собой, освобождая силу своего Уриена. Из открывшегося разлома появляются божественные огни, которые спасают души непрекаянных и уничтожают большинство шибитов в деревне. На смертном одре мужчина видит в этих огнях души сестер Онда, которые с улыбкой зовут его на ту сторону.
Сира выполнил свое предназначение, отрекся от наследия Мията и сделал все возможное, чтобы впервые в жизни поступить правильно. В то же самое время в самом центре гнездилища Кёэсуда общается с принесенной в жертву Мияко через зеркальный бассейн. Она берет его за руку и переносит в место, известное как Инферно. Рай для последователей моноизма. Это бесконечное пространство, уходящее за горизонт, заполнено цветами неписанной красоты. Молодой человек видит перед собой верховную жрицу Хисака Яо, сидящую рядом с раненым богом. Однако путь к ней преграждает Зун. После своей смерти он превратился в Шибита, так как еще не успел принять кровь Кадзира. С ним нам предстоит дуэль на винтовках. Антагонист бегает по кругу и прячется за колоннами, в ожидании удобного момента для выстрела. Наша задача — следить за ними и атаковать на опережение. Почувствовав, что удача не на его стороне, Дзун бросает винтовку и достает из ножен фамильный меч Кадзира — Хамуранаги. Этот клинок был выкован еще во времена феодализма, для защиты деревни и ее обычаев от религиозных преследований. Иронично, но именно Хамуранаги и нанесет поражение культу Мана. Дзун попытался убить Кёю, но он был испепелен силой Уриена. Наш герой завладел клинком, и лезвие в его руках тут же засияло божественным светом. Все это произошло благодаря Рейка Такана, которая зажгла фонари на рисовых полях и освободила Кирудена. Страж принял форму огней и многократно усилил Хамуранаги. Хисака Яо, наблюдая за успехами незваного гостя, вызывает к своему богу и пробуждает его ото сна в истинной форме. Теперь наша главная и единственная цель — уничтожить Дотацуси. Проблема в том, что он невидим для обычного глаза и появляется только в момент атаки. Однако мы можем отслеживать его местоположение с помощью способности зрения. В нашем герое течет кровь этого инопланетного чудовища, что дает нам возможность предугадывать его действия. Перед атакой Дотацуси мы должны повернуться к нему и нанести контратаку энергии, заключенной в Уриене. Правда, этого кажется недостаточно, поэтому к нам на помощь придет Мияко. Когда мы смотрим на мир глазами Дотацуси, то можем видеть девушку, стоящую неподвижно в цветочном поле. Она указывает пальцем в одну конкретную сторону. Нам нужно следовать за ее подсказками, пока мы не окажемся у черного валуна пирамидальной формы, с которым Дотацуси грохнулся на поверхность Земли. Инопланетное существо отражается на гладкой поверхности метеорита, поэтому теперь мы всегда знаем его местоположение. Остается только дождаться, когда Хамуранаги накопит достаточно энергии, чтобы нанести решающий удар. Кёэсуда срубает голову ослабевшему Дотацуси, тем самым уничтожая и его, и проклятие, которое он наложил. Инферно, лишенное своего создателя, начинает разваливаться на части, а Хисака Яо впервые за долгие века ощутила на себе течение времени. Верховная жрица в одно мгновение превратилась в старуху и провалилась в небытие сквозь ткань реальности. В это же время в гнездилище начинается оползень, и мы видим, как директор школы преследует Харуми. К счастью, девочку спасает ее учительница, утянув мужчину за собой в пропасть. Тамон Такаути продолжает рыдать в объятиях своих родителей, которые на самом деле являются непрекаянными. Они не стали Шибита, и теперь, когда Дотацуси окончательно мертв, их души могут обрести покой. Привести Тамона в чувство берется Йорика Анна. Вооруженная битой, она вытаскивает профессора из схватки покойников и выводит его из дома. Интересно, что на протяжении всей истории именно Тамон приходил на помощь Йорика. И в финале, когда уже самому профессору понадобилась помощь, девушка не осталась в стороне. Дальнейшая судьба героев остается неизвестна. В заключительной сцене мы видим Харуми, вернувшуюся из иного, в привычный для нас мир. Она бредет по руинам деревни, а над ее головой кружат вертолеты спасателей. Этот момент является зеркальной копией участи Тамона. Ведь в 1976 году он, будучи ребенком, также уцелел после трагедии. Кёэсуда остался в ином мире, чтобы сдержать обещание, данное Мияко – уничтожить всех Шибита. Вооружившись винтовкой, Хамуранаги и Уриеном, юноша полон решимости искоренить наследие Дотацуси. Однако есть один интересный момент. В этом измерении время течет иначе и является относительным. Кёя приехал в Хануду, чтобы узнать больше о городской легенде, согласно которой 33 жителя деревни были убиты психопатом. Ирония судьбы заключается в том, что именно Кёя стал причиной их гибели, так как они превратились в Шибита. Таким образом, круг замкнулся, и история подошла к своему завершению.
На момент своего выхода Forbidden Siren получила смешанные отзывы игроков и прессы. Игру критиковали за сложность, утомительность и общую структуру, но при этом хвалили историю и персонажей. В целом я согласен с этими мнениями. Самая сильная сторона Forbidden Siren — это ее сюжет, однако к нему нужно еще пробиться через топорный запутанный геймплей. С самого начала тебя ставят перед фактом. Чтобы понять происходящее, закрой все уровни в Excel-табличке, а потом желательно еще и перепройди их в хронологическом порядке. По сути, игрока вынуждают гриндить архивные записи, заниматься бэктрекингом уровней десятки раз. Увлекательно ли это? Однозначно нет. Сейчас, когда я пишу этот сценарий, мое мнение об игре изменилось в лучшую сторону. Я понял задумку автора, и на бумаге все выглядит классно. 10 персонажей, на первый взгляд не имеющих ничего общего, пытаются выжить в этом проклятом мире, преследуя свои цели. Они неосознанно помогают друг другу, пока в финале не объединяются и не побеждают древнее зло. Однако на практике сюжет превращается в нелепую кашу из событий, за которыми сперва не успеваешь следить, а потом уже становится неинтересно. Поэтому я не могу винить обычных игроков, которые бросают прохождение на полпути. Единственное, чем в этой игре можно наслаждаться от начала и до конца, это музыкой и визуальным стилем. Даже спустя столько лет Forbidden Siren способна создать атмосферу, которой нет ни в одной другой игре. Самая близкая по духу игра — это Detention, действие которой разворачивается на острове, окруженном кровавой водой. Я уже не в первый раз вспоминаю о ней на своем канале, поэтому рекомендую посмотреть мой разбор. По правде говоря, даже сам Кейтиро Тояма, кажется, осознал, что перемудрил. На сегодняшний день у Forbidden Siren есть уже целых 2,5 ремейка, что о многом говорит. В 2008 году на PlayStation 3 вышла Siren Blood Curse, переосмысление оригинальной игры 2003 года. То, насколько она вышла удачным, это тема для отдельного ролика. Потом начала выходить манга «Сирена. Зов Красного моря», автор которой не завершил работу над ней. И в конце концов мы увидели «Сирену Возрождения», мангу, созданную совместно с Кейтиро Тоямой. Ее главное отличие от оригинала заключается в том, что действие сюжета перенесено в современность. Говоря откровенно, я вам вместо игры советую ознакомиться с мангой. Тем более, благодаря нашему сообществу, она скоро появится на русском языке. После прочтения манги, оригинальная Forbidden Siren ощущается как странная поделка по мотивам, хотя все должно быть наоборот. Это натолкнуло меня на мысль, что история, придуманная Кейтиро Тояма и Наока Сато, лучше себя чувствует в графическом формате. Несмотря на критику со стороны прессы, Forbidden Siren, по всей видимости, финансово окупилась, так как Sony выделили деньги на продолжение. Forbidden Siren 2 вышла спустя 3 года, в 2006, и рассказывала совершенно новую историю, которая лишь косвенно затрагивала события первой части. Если вы хотите увидеть разбор сиквела, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать в комментариях. Работает там непочатый край, и вряд ли я смогу выпустить ролик раньше новогодних праздников. Однако я сразу же начну проходить игру. Мне очень важно получить вашу обратную связь. Про лайки не забывайте, пожалуйста, и про подписки тоже не забывайте. Очень вас прошу. В завершении хочу еще раз поблагодарить всех, кто помог мне с переводом информации по игре. Особенно хочу отметить подписчика под ником Амар. Он консультировал меня по японскому и сюжетным моментам, которые могут быть понятны только носителям языка. Если вам нужна помощь с японским или английским, ссылки на ребят вы найдете в описании. Также я хотел бы выразить огромную благодарность своим преданным бустерам, которые поддерживают меня монеткой на регулярной основе. Раниме Бой, Ростислав Поплавский, Ромарес, Валентин Беликов, Five Symphony, Меланистиум, Ива vs. Voice, Миксоник Снека, Ангул, Мистер Дайс и многим другим. Если вы хотите стать спонсором, чтобы попасть в титры и получать эксклюзивный контент, то переходите в описание. Там же вы найдете ссылки и на другие мои социальные сети. На этой ноте я откланяюсь. Следите за новостями в сообществе на YouTube и в Телеграм-канале. Скоро услышимся.